Привет, друзья. Как всегда, напишите, как меня видно и слышно. Так, слышно тоже хорошо, отлично. Значит, есть определенный план стрима. Ждем, когда все подключатся, буквально минуту-две. Вижу всех спонсоров, всех постоянных зрителей. Кто хочет стать спонсором, пока становитесь спонсором, пока ждем. Кто еще не в телеграм-канале, заходите в телеграм. Но самое главное, друзья, ставим лайки. Все, кто подключается. Подключились, сразу лайк. Подключились, сразу лайк, пожалуйста. Это помогает продвигать стрим. Привіт усім країнам, де знаходяться українці та глядачі мого каналу. Я бачу, у нас, як завжди, вся географія. Так. Так. Сегодня у нас 11 пунктов вот к обсуждению у меня записано на бумаге. Отвечу на ваши вопросы. Уверен, их будет много. Какие-то темы я себе специально не записывал, потому что я уверен, что вы о них спросите. Андрей Морозов, спасибо. Так. Била Церква, это совсем рядом с моей малой родиной. Смотрел интервью Ива Вобула, действительно очень умный человек, буду голосовать за него на следующих выборах. Ну, это вы троллите, да? Как жизнь во Флориде? Во Флориде жизнь хорошо, но дома лучше. А это не дом. Так, всех витаю. О, привет из Майами, интересно. Вот откуда из Майами меня точно мало людей смотрят. Так что это особо приятно. Напиток забыл. Денис, может, начнем с африканской делегации? А это, кстати, моим пунктом не стояло, но раз вы спрашиваете, я вам отвечу, тем более уже 1000 зрителей. Э, Приехала тут ничего сложного нету. Приехала африканская делегация с понтом наладить мосты, предложить план урегулирования. После этого написали, там, Путин его отклонил, да и Зеленский его особо не принял. Я изначально понимал, что это все ни о чем. Скорее всего, они приехали решать какие-то там. Ну, их всех тревожит зерно, потому что никто не хочет голод, естественно. Еще скажете с приводу Стерненко. Мне он не интересен, и ничего я о нем не скажу, и бесполезно об этом даже спрашивать. Смотрели матч Украина-Македония? К сожалению, нет. Это все у меня, так как я привык, сбилось полностью. Денис, как все-таки допускаются некоторые редкие случаи коррупции, в основном в высших эшелонах в Америке и Европе, если там все-таки правильная система госуправления, все частное, все спасибо. Значит, в Европе не все частное, но практически все. В разных странах по-разному, но однозначно это больше капиталистическая система. В США это чистый капитализм безальтернативный. В высших эшелонах коррупция — это всегда только когда речь идет о политическом уровне или когда корпорация рядом с политиками. То есть так, на других уровнях обычного гражданина, будем говорить так, это не коснется 100%. 99. Но в Европейском Союзе есть бытовая коррупция. Вы понимаете, Франция — это Евросоюз, Германия — это Евросоюз, но также Албания и Венгрия, и Болгария — это тоже Евросоюз, или Румыния. Там есть коррупция везде. Единственное, знаете что, друзья, я вас попрошу? Мы сегодня не будем обсуждать мое последнее видео, где я вам рассказывал про кандидатов в президенты возможных. И я пообещал в следующем видео высказать свою точку зрения, не агитировать, а высказать свою точку зрения человека, показать человека, которого я считаю, у него есть и возможности все для этого, и он просто обязан пойти. Но сегодня мы это не будем обсуждать. Это будет первое видео на следующей неделе, которое я выпущу. А потом в следующем стриме мы это уже обсудим с вами основательно. Там сейчас и без этого хватает тем, мы ж тут не можем 4 часа сидеть. Э, Поехали. Значит, смотрите, первая тема. Я хочу, многие не поняли, вот чем плохо видео, ты сказал, обратной связи не имеешь, ну максимум комментарии. Комментарии меня в последнее время вообще расстраивают. Значит, смотрите, Тарас Черновил, которого кинули в мусорник. Значит, его кинули в мусорник по заказу. Я пытался уже как мог в видео намекать, чтобы прямо не говорить, что это был заказ от офиса президента. Это и так понятно. Про Тараса Черновола я сказал свою точку зрения не для того, чтобы его обидеть или как-то оскорбить. Ну, я же сказал, что его отец легенда. Тарас Черновил не легенда. У него есть там определенные моменты со здоровьем. Я не хочу его обсуждать. Он гражданин Украины. Он не предатель 100%. Он не пророссийский человек.
Он просто высказывает свою политическую точку зрения, даже если он в кассе Порошенко, допустим, получает зарплату. Средь бела дня приходят люди без масок. Даже маски не нужны. Знаете, почему они были без балаклав, без масок? А в этой стране, я имею в виду Украину, полная безнаказанность, беспредел. Кинули его в мусорник, облили зеленкой. Хорошо, что в глаза не попали. Замечательно. Там лозунг был «Слава Украине». Для нас с вами всех это святой лозунг. Для этих это лишь бы полепетать языком. Эм, Многие не поняли на самом деле, в чем причина. А причина в том, что завтра к вам придут домой и вас бросят в мусорник. Потому что многие начали там как бы фокусироваться на личности Тараса. А это не важно. Даже если бы завтра кинули, кого я не люблю, ну, например, какого-то условного Порошенко, это было бы неправильно. Или Тимошенко. Я бы первый сказал, это неправильно. Это просто-напросто путь в никуда. В Америке половине нравится Байден, половине нравится Трамп. В Америке вы можете сидеть и говорить, что вам не нравится директор ЦРУ или директор ФБР, или директор департамента полиции, где вы живете, или какой-то министр. Вы даже оскорблять его можете и говорить все, что угодно. И никого в мусорник не бросят. И администрация Байдена не будет завтра звонить черному политтехнологу и заказывать против вас какие-то материалы. Понимаете? Это я вам говорю как оппонент администрации Байдена. Потому здесь никто ни о чем не потому что здесь здоровое общество. Я вам скажу, даже в Европе, в принципе, в центральных странах это, ну, представить просто невозможно. Есть просто понятие цивилизованности. И я считаю, что при всем том, что я Зеленского презираю, критикую, и сегодня об этом очень много пойдет речь, вряд ли родители его воспитывали диктатором, и вряд ли родители его воспитывали таким. Более того, 95-й квартал никто в мусорники не кидал. Когда они годами полоскали Януковича, и в зале сидели и сторонники Януковича, и противники Януковича, и все смеялись, я не смеялся. Это пошло для меня все, их юмор. Но я далек был от мысли, а давайте Зеленского или давайте Кошевого кинем в мусорник. У каждого свой хлеб, у каждого свой путь. Они выбрали такой путь. Это не предательство Украине, хоть бы мне это 100 раз или вам не нравилось, или нравилось. А офис президента выбрал такой путь, понимаете? Но я вам хочу сказать, есть еще хуже моменты. Есть такие моменты, как кто от тебя вещает. Даже если ты финансируешь кого-то, кто от тебя вещает. На сегодняшний день один из главных рупоров– это канал «Исландия ТВ» и Петров и Иванов. Это просто запредельно, это за гранью, это люди занимаются всем тем, чем занимается Соловьев в России. Но мы все ненавидим Соловьева, и это враг, но мы же не можем не признавать, что Соловьев талантливый человек. А это бездарно, это ужасно, это разрушение Украины изнутри, это стравливание нас между собой. По какому-то непонятному принципу, языковой, политических там предпочтений, еще чего-то, еще чего-то. Потом там, мне сегодня люди прислали, сказано, все, кто критикует власть, даже если не донатят ЗСУ, это предатели. Нормально? Как вам такое? Мне интересно, Зеленский вообще, может, это как-то посмотрит и даст свою оценку этому? Да, а эти люди должны были работать на канале Рада, когда они пытались его отжать. Помните, такое было, когда не канал Рада? То есть, вы понимаете, я вам даже больше скажу. У меня был телефонный разговор с Геннадием Балашовым после этого. Потом я еще не буду называть две фамилии. Это люди, ну, намного старше меня, да, которые там в отцы годятся по возрасту, опытные, в том числе и в политике, и все остальное. Это все в шоке. Все в шоке. Все ненавидят Черновола. Ну, не ненавидят, терпеть не могут. И он даже какие-то проблемы создавал людям по жизни. Я имею в виду Тараса. Все в шоке. Ну, вы понимаете, ни один человек мне не сказал, ну как, там некоторые говорили, ну, это такое. Это тема для отдельного стрима. Просто нет вопроса. Так. Сейчас куча вопросов налетела, друзья, пока я тут рассказывал. Денис, здравствуйте. СМИ опубликовала стамбульскими. Ну, вот это вот вопрос я не вносил, но я ожидал. Сейчас поговорим. Давайте я все-таки это закончу. Теперь идем дальше. Помните, ну вот, слава богу, есть у меня постоянные зрители, и их много. Прошлый стрим, я рассказываю вам о том, что возмущаюсь и говорю, почему до сих пор в Одессе не закрыты пляжи. Там как бы эпидемия может начаться, там ужасные санитарные условия, там заминировано. Сегодня читаю, в Одессе наконец-то закрыли все пляжи. Позапрошлый стрим.
говорю, что как это так, Монатику можно, на Крещатике нельзя, и я не против, и это рабочие места. Четко выходит и сказано, с 22 до 6, по-моему, утра запрещено работать ночным клубом. Я бы сделал до 23, ну ладно. Таким образом сохранятся и рабочие места, собственники точно, бизнес точно пострадает, но это уже какой-то компромисс. Это уже похоже на то, что кто-то смотрит мой канал и думает головой. Значит, наверное, я рассказываю не совсем глупые вещи, да? Ну, меня это радует, меня это радует. Жаль только, что они это до моих стримов сами не делают. И так, поверьте, будет и дальше, и в остальном. На прошлом стриме я сказал, ждите, будут еще вот эти вот всякие моменты нехорошие. И тут случается с Черноволом эта вся ситуация. После Черновола тоже присылают видео. Правый сектор пришел, если я не ошибаюсь, в Ужгороде, в Комфи, знаете, сеть магазинов бытовой техники Комфи. Оказывается, я даже не знал, не видел, Комфи свой логотип разукрасила в цвета ЛГБТ-сообщества. Пришел правый сектор, начал какие-то листовки раздавать против этого на территории частной собственности. Все, друзья, это первое, вот так уничтожается любое государство, вот так уничтожается вся законность. ЛГБТ-сообщество запрещено в Украине? Нет, законом не запрещено. Приходит какая-то непонятная структура, начинает на территории частной собственности какой-то пропаганды, непонятно чем, ненависть сеять среди людей. А я вам, помните, в конце прошлого или позапрошлого стрима рассказывал про зупыны лося, когда какой-то Константин шугает людей за то, что они там где-то не так припарковались. Вместо тех, кому это положено, вообще-то чья-то работа, то есть полиции в данном случае в Украине. Вот и все. Это разделение людей. А теперь подходим к главному, и вы все это можете видеть на обложке, но чтобы вы не выходили, я сейчас вам это покажу. Одну секунду. Так, где этот баннер? Ну, я вам его отдельно показывать не буду, я сейчас его на обложке увеличу. Вот. Видите то, что на обложке? Тату, а що ти робив під час війни? Я думал, это фейк. Я попросил подписчиков, они мне сами пофотографировали, поприсылали оригинал. Вы представляете вообще? Тату, що ти робив під час війни? Какая манипуляция и какое стравливание граждан сейчас происходит для того, чтобы вы записывались в армию? Да, в армию нужно записываться. Но только не под руки, когда тебя берут, не под риском позора, а либо по патриотическим побуждениям, либо за хороший стимул, финансовое вознаграждение. Так во всем мире это работает. Американские солдаты идут воевать за хорошие деньги. И натовские солдаты. А тут тато, что ты робив то есть хотят пристыдить человека. А если какой-то тато содержит 100 или 200 или 300 рабочих мест и дает рабочие места людям, это как? Не считается уже? Или они хотят, чтобы по улице люди не ходили? Если вы так хотели, чтобы мужчины не ходили по улицам, надо было, значит, делать эвакуацию, как советовала США, всю экономику на военные рельсы, эвакуация людей, и все это на военные рельсы. Сейчас вы этого не делаете. Я не понимаю. И это, заметьте, я хочу отвести весь удар от Залужного. Вы запомните. Это делает и отвечает за это Министерство обороны Украины. Залужный — это не Залужного работа. Вы напишите баннер $5000 в месяц. И не на передовой, а всем. Вот тогда это будет работать. Или хотя бы 3 всем, или 4. Или 3 всем, 5 на передовой. И только рыночные методы. Вот так и будет. Это знаете, какой намек? После войны будет приходить тот, кто был на войне, и будет говорить: а что ты делал во время войны, пока я был в окопе? А государство будет дровишек подкидывать и керосина вот в такие вот конфликты. Про языковой вопрос даже сейчас говорить не хочу, это отдельная тема. Так. Привіт з Нью-Йорка, їдемо на пляж, будемо дивитися, слухати там. І вам привіт. Так. Що ти несеш? Ну, в бан, щоб облегчить вам жизнь. Значит, идем дальше. Это беспредел такое делать, так можно, получается, любого выбросить в мусорник. Завтра я буду говорить на русском, стану предателем и окажусь в мусорнике. Да, Диана, не сомневайтесь, что так и будет. Вас обязательно разделят или по политическим взглядам, или по языковому принципу, или череп может дойдут до того, чтобы мерять,
или достаточно ли вы на войне что-то сделали и так далее, а пострадали ли вы достаточно, разбомбило ли вам квартиру, тогда вас трогать не надо. А если вы как-то вдруг вам повезло, вас не разбомбили, и все родственники остались живы, значит, вы, наверное, не такой какой-то гражданин. Так. Так, дякую за гарні слова. М, Денис, ваше отношение к культуре отмене. Что это такое, я не знаю. Байден или Трамп не разрушают США и не хотят продать ее, например, Мексике. А кому Украину хотят продать, вы расскажите. Я такого не слышал. Я, кстати говоря, знаете, против еще чего? Вот вы мне напомнили своим комментарием. Мне начинают присылать телеграм, как Зеленский со своей командой там Кошевой 95-го квартала с Сальдо, вот этим вот Сальдо, гауляйтером Херсона, пили когда-то на каком-то фуршете, или и был плакат, как они агитировали за партию регионов, или где Зеленский про русских хорошо отзывался. Я в такие игры не играю. В том-то и разница между мной и мразью типа Петрова и вообще информационной политикой офиса президента. Я манипуляциями не занимаюсь, семьи не трогаю и не буду лезть в то, что было 15 лет назад, когда была другая жизнь, был другой контекст. Мы тогда все жили по-другому. И я не буду так делать. Это могут делать, может быть, совсем уже там законченные порохоботы, но это не ко мне. И вы мне, пожалуйста, такое не присылайте. Если мы справедливые с вами, и мы здесь за справедливость собрались, то мы не можем такими грязными вещами и технологиями пользоваться. Это просто ниже моего достоинства. Это не обо мне. Так, сейчас дойдем до Стамбульского мирного договора, друзья. Сейчас я прочитаю, давайте про Стамбульский поговорим и пойдем дальше про Зеленского. Потому что стрим сегодня будет ему посвящен. Так, так. А что будет в Украине после прихода Трампа? Мир будет в Украине. Денис, вы помогаете ЗСУ? Я помог столько ЗСУ. Я когда-нибудь, может быть, об этом расскажу, но пиар я на этом делать не буду. Причем я это делал активно в первые 2 недели, когда я вообще не знал, будет ли завтра Украина. И это касается не только ЗСУ, а и обычных людей, которые пострадали в Киевской области. Просто я еще раз говорю, я не политик и не пиар. И когда я могу только одну деталь вам рассказать, я когда-то давно вначале ее рассказывал. Когда я искал, через кого, что, куда передать в Киевскую область, и увидел, как один из депутатов Кличко Киевского горсовета на своих ящиках фирменные логотипы клеит и пишет, куда это, и вот так вот фотографирует чуть ли не под увеличительным стеклом, чтобы все ж видели, кто эти ящики грузит. Мне стало противно, слава богу, я нашел людей, которые туда ездят напрямую. В Бучу, Ирпень, Гостомель. Как раз после всех тех ужасов. Да что в стране, это стравливание славян. Сразу в бан. Мне отмороженные здесь не нужны. Я для вас не делаю это все. Я делаю либо для единомышленников, либо для тех, кто хочет разобраться. Так, доброго дня, Денис. Не хочу знову мусолити про ненависть до всіх росіян у минулому відео, але хочу перепитати: якщо так званих хороших русських є 15%, то до інших це ж адекватна реакція? Ну, наверное, вы под хорошими русскими, как бы я просто не делю людей по национальности, по религии или по политическим взглядам. Есть просто нормальные и ненормальные. Эм, 10-15% вы имеете в виду тех, кто не против Украины, которые против политики Путина. До інших це адекватна реакція? Да, до інших це адекватна реакція. Но смотря о чем вы говорите. Если вы говорите про акулу, то это, я не помню, кто это сказал, хорошее слово, расчеловечивание. То это расчеловечивание. Потому что давайте представим, что, не дай бог, эта акула бы съела не русского гражданина, которого взгляды никто из нас не знает, а съела бы, не дай бог, украинца. И точно так же, поверьте мне, еще похлеще в 10 раз в России делались бы демотиваторы, мемы, картинки. Они бы радовались, что акула съела нашего человека. И мы бы, что про них все говорили? Можете, да, себе представить? Мы бы их последними словами называли и считали бы их, что это просто законченная нация какая-то. А теперь мы играем в эту игру? Нет, я такого никогда не буду поддерживать. Это не вы на таком ничего не воспитаете. Я приводил пример Израиля и Палестины. Вы никогда не воспитаете на ненависти нормальное поколение или какое-то успешное будущее. Так, идем дальше.
Как относишься к Клаусу Швабу, четвертой промышленной революции? К Клаусу Швабу отношусь негативно. Но нужно четко отделять фейки, теории заговора от реальности. Привет из Израиля и вам привет. Чому ж влада бреше, скільки загибло людей в Херсоні із-за потопу? Пишуть, що 7-13 людей, але це брехня. Барабанимо, зберігаємо нерви. Это полнейшая брехня. И я хочу, забегая наперед по плану стрима, вам сказать. Это к этому же. И давайте вообще разберемся. Те, кто видел мои стримы слышите, чуть ли не сказал с Порошенко, с Холоденко, она рассказывала, как у нее прошло 24-25 февраля и у всех вокруг нее. Когда мамочки с маленькими детьми, в том числе с грудничками, по холоду, ни туалета не было, ничего на пропускных пунктах, и пограничники, граждане Украины, своим же гражданам хамили, как со скотом обращались, и по моей информации, многие из этих пограничников и сейчас с украинцами, с своими согражданами, как со скотом разговаривают и общаются. Это ужасно. И что получилось? Польша и другие, Америка сделала программу U4U, как это, Quiet сделала, да, канадская программа, кстати, я считаю, самая лучшая из всех предложенных. Другие страны Европейского Союза, нате вам гуманитарку, нате вам еду, нате вам деньги, финансовые дотации, много бездельников породило, кстати, нате вам жилье бесплатное, нате вам одежду. В общем, все, иностранные государства лучше отнеслись к нам, к украинцам, чем родная страна. Не страна, а государство, правильно говорить. Сегодня я читаю президента Чехии, и я хочу вам сказать, президент Чехии красавец. Если вы хотите объективно понимать, что на фронте и вообще происходит, я уже говорил, Американский институт военного дела, ISW аббревиатура, и британская разведка, и теперь уже президент Чехии. Вот вам будет реальная картина. Мы от чужого президента больше узнаем правды, чем от своего. Это к вашему вопросу. Поэтому врали, врут, будут врать, будут заниматься контрпропагандой, стравливанием людей будут заниматься. Причем, ладно, вопрос Украины и России. Я тут как бы понятно здесь все. Между собой. У нас что, вождизм? У нас, я не могу понять, культ личности? Ну, культ личности — это один из признаков фашизма. Мы же не Россия, мы же не Третий Рейх. А вот такие, как Исландия ТВ, это, ну вы что, это самый настоящий культ личности хотят создать. Есть масса других украинских пропагандистов, но они как-то держат себя в руках. А это зашквар, друзья, куда мы все идем? Я не, при всем моем там плохом отношении к Зеленскому, я не верю, что он вот так вот это посмотрит и скажет: да, это хорошо, делайте так. Я просто в это не верю. Это говорит о том, что он слабый управленец и поставил в офисе президента тех людей, которые вообще своей дурной головой не понимают, что они делают. Знаете, почему они не понимают, что они делают? Потому что они всегда были теплой жопой в Мерседесе С-класса с охраной, в привилегированном положении. Я свой С-класс в Киеве заработал в рынке сам, с нуля. А они при государстве всегда были, при связях, и жили вообще, я же говорю, это все отдельно. И они планируют жить отдельно точно так же и дальше. Именно поэтому им все равно, кого-то кинули в мусорник, в чью-то частную собственность ворвали. Их не кинут в мусорник, как они думают. Их частную собственность не отберут, они думают. Но практика Януковича показала, и не таких забирали. Правда, государству от этого ничего не вернули. Там такое было. Вообще-то, по сути говоря, все архитекторы вот этого безобразия — это все команда Януковича. Вот и все. Сегодня в Одессе открыли стрельбу на рынке ТЦК. Я видел это видео, саму стрельбу не видел, я видел, как люди их буквально с позором прогнали. Молодцы, гражданское общество просыпается. Но я должен знать первопричину, прежде чем какие-то делать выводы. Денис, по вашему мнению, несет народ ответственность за выбор Зеленского? Так вопрос ставить нельзя. Мы несем ответственность все за 32 года происходящего в нашей стране. Потому что вы сейчас хотите опять стравить и сказать, что 73% виноваты в том, что война, или как вы хотите это сказать? А те, кто за Порошенко, это молодцы и хорошо все было. Но только при Порошенко бегали, почему его не поддерживаю? При нем бегали караси, С-14,
При нем факельные шествия были. Это все было при нем. При нем, кстати, в мусорки тоже бросали. Все. Почему? Потому что Порошенко и его окружение в мусорники никто не бросил. Но я вам хочу сказать и другое, надо быть справедливым. Народные депутаты от Порошенко — это, какие-то профессора на фоне того, кто в "Слугах народа". Потому что я когда послушал там некоторых и женщин, и мужчин, там, которые примерно моего возраста, да не только, взять того же Мазурашу, кого это просто какой-то набор по объявлению, это люди с интеллектами, как у ракушки. Но это народные депутаты, которые для меня и для вас писали законы и пишут. Вот это ужас ситуации. Денис, что вы можете сказать по поводу газовых вышек в Полтавской области под Суркисами, Кучмами, качает наш газ в газопромовскую трубу, которая идет в Европу? Ничего не могу об этом сказать. Денис, вы недооцениваете Зеленского, он именно и есть архитектор культа своей личности. То, что он помешан на аплодисментах на себе, это один разговор. А то, что хотят объявить врагами народа всем, кому не нравится Зеленский, и все равно, что ты сделал для своей родины или продолжаешь делать, вот это уже настоящий культ личности. Как вы относитесь к Анатолию Шарию? Как и ко всем предателям Украины. Видно, что вы новый человек на моем канале, поэтому я вас пока банить не буду. Так. Денис, ви пропонуєте любити і поважати русських після того, як вони стільки біди горя нам принесли, далі бувають наших діток? Не, это ваш скудный ум сделал такое умозаключение. Друзья, я так спокойно реагирую, потому что я уже просто привык. Ты говоришь людям одно, а они слышат по-своему. Я говорю, что война закончится мирными переговорами, а они говорят, а ты хочешь отдать наши территории. Я спрашиваю, какие наши территории? Крым, Донбасс. Я говорю, а Крым и Донбасс сейчас не контролируемая Украиной территория. То есть вот так вот манипуляции, вот так вот фейки, вот так вот потом нарезки делают, подставляют. Вот так это все происходит. Но прежде всего тупость, во главе угла тупость. Я сейчас сказал, что мы не должны на ненависти воспитываться и по паспорту определять, хороший человек или плохой. При этом признаю, что где-то около 80% в России ненормальных людей. А человек говорит, препонует простыть. Я, наоборот, предлагаю быть злопамятным по отношению к чиновникам, политикам и по отношению к Российской Федерации тоже. Ваше мнение, за все время оккупации херсонцам начислили оплаты за свет, газ украинские компании. Представляете, какие долги они выставят левобережью, за Крым вообще молчу. Ну, Крым здесь точно никаких долгов не будет, а все остальное, конечно, они будут выкручивать руки. Зачем это, зачем, что слова Гайда? Я ничего не понял. Научитесь писать, пожалуйста. Денис, как вы думаете, в США есть какой-то мирный план, какое-то видение будущего? Бо я не могу понять, что США и члены НАТО будут следовать нарративам Зели. США и НАТО не будут следовать нарративам Зеленского. Что думаете про план Небесный Иерусалим? Недаром же подорвали ГЭС. Я думаю, что вам пора в бан на лечение. Так, помню, видел гуманитарку с логотипом Ахметов, что-то вроде такого, выглядело как минимум неприятно, все делается для пиара, неужели с такими деньгами нельзя чисто от сердца помочь стране? Да, у Ахметова громадный благотворительный фонд, и это все часть пиар-стратегии по отбеливанию. Про олигархов сегодня будем отдельно говорить. Если голосование будет через ДИА, пенсионеры не имеют телефонов, не будет ли такого, как в РФ на выборах, что хотят люди с избирательной комиссии по домам, что ходят люди с избирательной комиссии по домам, толкают пенсионеров выбирать Зеленского. Я не знаю, что будет. Я знаю, что от этого офиса президента можно ожидать уже абсолютно всего. Не кажется, что наши люди слишком стали полагаться на государство. Государство — самый главный враг любого человека. Так почему же все ждут от него? Мы же хотим минимизировать государство в нашей жизни. Люди не стали слишком полагаться на государство. Люди всегда на этой территории полагались на государство, потому что мы жили на территории Советского Союза, где был коммунизм. И я утверждаю, что 90% проблем Украины и России и всех постсоветских стран — это, ну, Россия чуть отдельная тема, это прошлое посткоммунистическое, как бы, настоящее и коммунистическое прошлое. Вот в этом все. Если вы ждете государства, это и есть біда. Та перестаньте задавати питання про відкриття кордонів. Ні, я про відкриття кордонів нічого говорити не буду. Как? Що? Это, ну. Так, послушав вас, я прихожу к выводу, что бедной части населения абсолютно все равно, что, кто будет их властью, Путин или Зеленский. Это, наверное, не меня слушали все-таки.
Лилия Шлопак, я в начале стрима сказал, что сегодня мы эту тему не обсуждаем. Будет отдельное видео. Друзья, поставьте лайки, мало лайков, поставьте, пожалуйста, лайки. Так, постраждалим людям в Херсоні допомога від держави 5000 гривень. Це жах. Там часть виділить ООН, часть государства, но, по-моему, там совокупно получится 15 или 17 тысяч гривен. Ну, $400. Вот и все. Вот вам итог всего того, что было 32 года. Так. Как продвигается создание нового канала? Я уже рассказывал 2 или 3 раза. Сейчас там технически делаем все, чтобы включить монетизацию. Як ви думаєте, ваш канал набере 200 тисяч до кінця року? Скільки людей в середньому підписується за тиждень? За последние 28 дней 6 тысяч или 7 тысяч подписчиков. 200. Была такая цель, но вижу, уже не успеваем. Я думаю, будет от 150 до 200. Думаю, 200 не успеем. Если там как-то вот что-то не стрельнет прям очень сильно. Так. Коли мерч? Коли буде чуть-чуть інша ситуація? Чи може бути так, що в наступних парламентських виборах вже не буде монобільшості? Так оно і буде. Снова нашли, что Минобороны закупали шлемы в 4 раза дороже. Друзья, это бесполезно обсуждать, это было, есть и будет. Приятно слышать разумные выводы. Надеюсь, вы знаете, что Запад стравливает нас, славян. Сразу в бан. Ще питання по Трампу. Не підкажете, чи є десь інформація щодо того, як він переможе, якими методами він би збирався закінчити війну, перелік пунктів чи щось таке? Общая концепция, он сам о ней говорил. Перелік пунктів никакого не будет. Он не президент США, чтобы какой-то перелік пунктів давать. Чем закончится арест Павелка? Блохин с Билановым уже подняли вой. Ой, Павелка — это крайне негативный персонаж. Жаль, что Биланов, Блохин, великие люди, особенно Блохин, пачкаются сейчас в этом. Но я вас уверяю, что там с Павелко может быть не все тоже так просто. И понимаете, я говорил, по-моему, в последнем видео, мы в Цунцванге с вами. Мы с вами в безвыходной ситуации. Узурпация власти Зеленским, беспредел — это плохо. Поддерживать Павелка — это тоже плохо. Все. Где мы? Нас нет. Нам нужно просто или узурпацию власти поддерживать, или откровенную бандитов и мразь. Это, понимаете, кто захочет жить в такой стране, вы мне скажите? Кто сюда захочет вернуться? Ну скажите, кто захочет жить в таком беззаконии? Это вот этим Зеленский там рассказывал на пресс-конференции, что нужно, чтобы повернулося більше, чем поехало? Чтобы в мусорники кидали? Или чтобы спрашивали, что ты делал во время войны? Или на каком языке ты говоришь? Это для этого? Или ты что-то там, какой-то логотип перекрасил и пришли в твою частную собственность непонятная праворадикальная группировка и что-то качала там права? Да вы что, люди, ну, слушайте, уже украинцы вкусили прелесть западной жизни. Кто-то на территории Евросоюза, кто-то на других континентах. После войны вернетесь в Украину? Да, на растерзание Зеленского, Ермака, офису президента вернусь. Твоя думка про Реброва як нового тренера? Слабий тренер в целом. Так. Скажи, пожалуйста, насколько внешность влияет на отношение к тебе? Вообще не понял вопрос. Так. Смотрели новое видео Арестовича Голованова? Арестович сказал, что такое после войны расскажет, что барабаны покажутся детским садом. Нет, не видел. Но точно расскажет, потому что он в политику идет. Конечно, он будет рейтинги поднимать. Так. Про свой бизнес сейчас я рассказывать не буду. В открытом доступе тем более. Непонятно одно, почему юг, центр, восток Украины, в том числе мои родные, считают Яны Не знаю, почему ваши родные считают его лучшим, это не ко мне. Я новый подписчик на канале. Что думаете про Диану Панченко? Я думаю, что вам надо послушать Мария Кисель, а потом задавать вопрос про эту шмару. Нет, серебряная кнопка мне пока не пришла.
Правдоподобна ли версия Табаха и Червинского про то, что Украину планомерно готовили к сдаче без сопротивления, но люди не дали? У меня последнее время в голове такое что-то все больше мыслей таких подобных. Только, ну, я от Табаха такого не слышал. На данный момент они говорят за Крым и полную деоккупацию. Это для мотивации. Столтенберг сегодня сказал, что только Украина будет сама решать приемлемые для себя условия. Столтенберг занимается дипломатией. Он не может сказать, что мы нагнем Зеленского или так, или вот так. Он не будет такого говорить. Вы должны уже, ну, уже столько идет война, уже все политизировались, все более-менее разобрались. Вы должны понимать, что так не будет. И два человека могли по-настоящему сказать правду. Это Трамп и Борис Джонсон. Все остальные это вот такое, как Столтенберг будет. Кисель. Что касается декларирования возврата Крыма и полной деоккупации, я считаю, это одна из самых больших ошибок и преступлений информационной политики, которую они ведут. Это опять же стравливание людей. Это опять же все, у всех должно быть одно мнение. Все должны поклоняться Зеленскому, и все считать, что победа это полная деоккупация. Все, дальше ты предатель. И уже нас ничего в тебе не интересует. Ну все, я же вам сказал, почитайте признаки фашизма, признаки тоталитаризма. Ну это ненормально. В Израиле, я вам рассказываю, в Израиле одна депутатша Кнессета, это как у нас Верховная Рада, что-то там рыпнулось, что во время вот этих вот волнений закрыть, там, короче говоря, телевидение, там какие-то каналы. Ей сказали: "Нет, такого у нас не будет. Ни во время войны, все люди будут знать правду". Вот вам разница подходов. И про Трампа еще могу вам рассказать. Я буду делать видео, может быть, даже на следующей неделе. Я очень интересное интервью посмотрел, его, одно из последних. И вот он рассказывал случай, который у него был с Макроном. Значит, Макрон собирался ввести налог для американских компаний во Франции. Конечно же, это плохо. Трамп позвонил ему в пятницу днем и сказал, что если вы это сделаете, то в понедельник там, в 9 утра я введу стопроцентный налог, стопроцентную пошлину на ваше вино и шампанское. Но, как вы понимаете, США огромный рынок сбыта, а вино и шампанское, ну, во Франции, наверное, самое лучшее в мире. И все. Ну, и, там, грубо говоря, положил трубку. Через 15 минут ему перезвонили, сказали, что все, мы не будем вводить налог для американских компаний. Ну, вот так вот, как бы работают настоящие лидеры. Понятно, что Трамп себе это может позволить, там, кто-то себе это не может позволить, но я вам просто рассказываю, что такое Трамп и что такое все остальные. Денис, хорошо, выборы сегодня не обсуждаем. Скажите, пожалуйста, какая тема видео, чтобы я могла задавать корректные вопросы. Начало стрима пропустила. Темы есть в названии видео чуть-чуть, и по ходу пьесы. Мы все можете спрашивать, просто не спрашивайте, кого я вижу следующим президентом, потому что будет об этом отдельное видео, и все. Денис, ваше мнение по поводу обесценивания гривни, пожалуй. Я не понял вопрос. Я отвечаю только на нормально сформулированные вопросы. Арестович год рассказывал, что нам ленд-лиз не нужен, а теперь говорит, что американцы виноваты, что не дали нам достаточно вооружения. Арестович, Латынина. Да что вы удивляетесь? Я же сказал, Арестович пока был в офисе президента, это был один Арестович, он их юзал. Он максимально там пытался удержаться, чтобы набрать свою аудиторию, популярность, рейтинг и все остальное, всенародную любовь. Только он ушел оттуда, и вдруг он начал на процентов 70 говорить правду. Кстати, во многом повторяет мои слова. Денис, правда говорят, что могут взорвать ЗАЭС. Я не гадалка, не ванга, не таролог и не все остальное вот это вот все. Я не могу ручаться за шизофреника соседней страны. Чи буде в Украине дефолт? Нет, в Украине никогда не будет дефолта, потому что в Украине у власти всегда политиканы, для которых свой рейтинг выше, чем что бы то ни было, чем благосостояние страны. И даже некоторые, как мы видим, приходят, обещают на один срок, что подразумевает как раз ваш вопрос, потому что дефолт в Украине должен был еще Порошенко объявлять.
Денис, что думаете о том, что Израиль будет продавать 200 танков в Украине? Во-первых, Израиль будет продавать 200 танков в Европу, а не Украине для начала. Во-вторых, это показывает просто, до чего докатилась Европа, которая вообще не была готова в военном плане. Представляете, у крошечного Израиля, который с дня основания находится в состоянии войны, Европа, вот такая вот на карте, очень богатая, будет покупать от такого крошечного Израиля 200 танков. Вот это вот вам ответ государственной политики. И нужен ли нам Евросоюз или нет. Денис, привет. Как тебе интервью бывшего подполковника ГУР, что России правильно было бы отдать некоторые территории? Как думаешь, посадят? Вот вы опять перекручиваете. Это вы, наверное, про Дениса Десятника. Мне присылали этот момент. Я, конечно же, Мосичук не смотрю. Он сказал, что в конце любой войны то же самое, что я. В конце любой войны переговоры и придется идти на компромисс, в том числе и территориальный. Он никогда не сказал отдать России некоторые территории. Он имел в виду то же самое, что я. Компромисс по Крыму и Донбассу. Крым и Донбасс контролируются Россией, а не Украиной. А вы уже про посадят какие-то говорите. Расскажите про Борислава Березу для ознайомлення з вашою думкою. Що мені про нього розказати? Я не буду про те, человек, он мне неприятен. Так. Почему люди, которые оправдывают закручивание гаек Банковой, в том числе и в контексте монополии на СМИ, посягания на свободу слова, наивно верят, что все это откатит в статус-кво? Не знаю. Не готов отвечать за других людей. Если бы выбрали Порошенко, была бы война, и в каком виде, смотря на то при нем? Не знаю, бессмысленно об этом гадать. Как вы относитесь к Геннадию Балашову и его партии? А вы мой канал откроете после стрима, посмотрите и все поймете. Так. Про призыв жінок вже говорили, тільки в ТикТоке випадають відео. Да, мне все говорят, слушай, весь ТикТок в эти... Ну, я не знаю, может, это как бы для хайпа хорошо, поэтому вы сильно... Да, и важный еще момент. Друзья, поставьте лайки, кто заходит, очень важно для продвижения. Смотрите. Сегодня там тоже я видел, типа, главный пограничник выступил, что с Европы будут прям значит, депортировать мужчин призывного возраста, тех, кто нелегально выехал, чтобы они ехали воевать. Юридически невозможно. Успокойтесь. Европа никогда на это не пойдет. Страны ЕС. Да, кто не подписан на телеграм-канал, обязательно подписывайтесь. Ссылка в закрепленном комментарии сверху, там, где вот чат идет. И кто хочет стать спонсором канала, тоже, пожалуйста, присоединяйтесь. Деньги нужны для канала. Дальше идем. Херсонскую и Запорожскую тоже предлагаете отдать? Ладно, Крым и Донбасс 9 лет оккупации можно понять. Нет, это вы, видимо, предлагаете отдать. А себе, мне приписывать ваши домыслы не надо, пожалуйста. Вы не боитесь, что службы СБУ могут попытаться закрыть ваш канал, либо в жизни как-то припугнуть? Не, вам надо изучить больше, наверное, где я нахожусь, почему, и вы, наверное, не в теме. Денис, здравствуйте. Что скажете по поводу того, что работники так открыли стрельбу в воздух сегодня на рынке в Одессе при попытке вручить повестку? Мне надо видеть полное видео. Ну, это однозначно. Ну, что вам могу сказать? Все уже понятно. Куда катится государство, все уже ясно. Беспредел. Братишка, как закончить войну? Ну, братишка, посмотри мой канал. Там уже об этом все сказано. Нет, идея с мерчем не поставлена на паузу. Просто нужно, ну, чуть-чуть другой информационный фон для таких вещей. Так, по вашему мнению, кто лучшая замена Эрмаку? Ну, только не Эрмаку, а Ермаку. А во-вторых, ваша мысль, к сожалению, совершенно неправильная. Точно так же, как, ну, а кто вместо Зеленского? Ну, а кто вместо Ермака? Неправильная постановка вопроса. Происходит ужас и мрак. Ермак, уже с ним все понятно. Я не знаю ни одного, ну, пару человек знаю, ладно, которые говорят, что да, в принципе, чего нормально. Смысл какой в этом обсуждать? Человек делает просто вредит Украине. Все, он, значит, не нужен. А потом мы подходим к следующему вопросу. Ну просто, ну это живите обреченным тогда, если нет замены Ермаку. Если такой задаете вопрос, значит, кто лучшая замена?
Это будет выбирать президент Украины, у которого что-то свое в голове. Ну как я могу вам сказать, кто лучшая альтернатива или замена? Да кто угодно. Порошенко состоялся как крупный бизнесмен, а как политик очень слабый. Как думаете, почему так получилось? Так получилось, потому что Порошенко не бизнесмен, никогда им не был. Вот и все. Порошенко никогда и ничего не делал в рынке. Он всегда все делал через приватизацию, начиная с его отца, и в спайке с государством. Вы плохо знаете его биографию настоящую. Денис, я спрашивал про Каховской ГЭС. Есть новая информация у вас? Нету. Но в западной прессе, я вам скажу, не хочу просто навредить, пишут разное. Будет ли Балашов идти в президенты, выдвигать свою партию? Это вопрос к Балашову. Моя фамилия Елисевич. И все-таки националист-патриот. У кого спрашиваете? Не понял. Денис, а скільки спонсорів сума потрібна для функціонування каналу? Дело в том, что для функционирования канала уже есть, сейчас там 1040 спонсоров, ну там, ну это же процесс динамический. Появляются новые, кто-то отсеивается. Сейчас 1040 такая средняя цифра. Для существования канала хватает. Но чем больше денег, тем больше возможностей. Особенно у меня делегировать кому-то что-то, это подразумевает больше контента. Вы видите, сейчас стало больше контента. Это только благодаря спонсорам канала. Так. Арестович даже сейчас продолжает говорить за полную деоккупацию, что мы к февралю вынесем Россию на границе. Ну пусть говорит. Я вас прошу писать комментарии и вопросы мне. Касательно меня или касательно тем, которые я обсуждаю. Арестович, я вам скажу, вот Арестовича вы знали одного до войны, кто интересовался. И Арестович в офисе президента — это один Арестович, вне офиса президента — это второй Арестович, а вот Арестович кандидат в президенты или лидер партии, или там член какой-то партии — это будет уже пятый Арестович. Вспомните мои слова. Нет, про Будапештский меморандум говорить сейчас уже никто не будет. Мы уже все дошли далеко вперед, мы давно уже впереди где-то, вы еще сзади остались. Олег Соскин агент КГБ или чей-то ставленник? Нет, просто очень некогда умный человек, который к старости, ну, видимо, это физиологические изменения, сошел с ума. Так, Романенко і Петрова в політику завів Пінчук, ці люди завжди працювали на спрут. Ну, я вам скажу, я Романенко там, да, терпеть не могу, но Романенко и Петров — это вообще небо и земля. На канале Романенко хотя бы пытаются, он там хоть правильных людей иногда приглашает, да какие-то хоть вещи правильные про экономику там звучат, и как-то это все на что-то похоже. То, что он просто как бы вести себя не умеет, и, ну, как бы он, пользуясь военным временем, не совсем понимает ответственность своего языка, своих слов. А так это совсем другое, вы что? Я там не слышал, чтобы там людей как-то делили или к чему-то призывали там такому. Я никогда такого там не слышал. Там и Себастьянович был, там и Юлия Глушко. Там нормально бывает, чего? Опять, Денис, как вы думаете, взорвут для Запорожскую? Ну я ж не еще я не таролог, не предсказатель, не астролог. Ну чё вы мне задаете этот вопрос? Идем дальше по плану. Смотрите, возможно, будет скоро записать обращение к Зеленскому, потому что я так смотрю, ну, в надежде, что он пользуется смартфоном, и ему YouTube это все как-то под это, или, может быть, кто-то ему сбросит. Я так смотрю, куда все идет. Похоже, ну, если честно, вот все, что делает офис президента, я бы так действовал, если бы я хотел максимально Зеленскому убить рейтинг, дискредитировать его, вот честное слово. Мы вот тоже с Балашовым обсуждали по телефону. Смотрите, офис президента поназначал людей, которых ненавидит вся страна. Вся страна. Гетманцева ненавидит вся страна. Милованова ненавидит вся страна. Марченко ненавидит вся страна. Ну и что?
Так где ж после этого кто-то там Ермак хороший или Зеленский хороший? И я ж про информационную политику уже устал распинаться. Друзья, поставьте лайки, маловато лайков. 3730 зрителей, маловато лайков. Пролайкайте, пожалуйста. Вы понимаете? Ну как это? Куда это приведет? Вот я сейчас делаю стрим, да, у нас сегодня какое? 18 число. Ну, дай бог, будет следующий стрим там 25 числа, если там ничего такого не случится, посреди недели не будем делать. Поверьте, за неделю опять что-то произойдет. Меня сейчас, честно вам скажу, я уже за исход войны, как бы это ни звучало, может быть странно, более-менее я спокоен. У меня нет какой-то такой тревоги, хотя тут американская пресса пишет тоже про контрнаступление, но я повторюсь, я не хочу навредить, не буду сейчас разводить эти разговоры. Там разные пишут. И не один источник, а 3-4, и таких не самых плохих. Вы понимаете? Э, Я переживаю за внутренние дела. Я переживаю, какой Украина будет поствоенной. Мне страшно просто вообще, что придется пережить людям, и как реально Зеленский... Если Зеленский не вернет украинцев в Украину, особенно созидательный класс, я не знаю просто, кто и на что рассчитывает. Я просто, понимаете, опыт жизненный показывает, что очень часто какие-то моменты можно через случайность протолкнуть. Вот Зеленский случайно будет свайпать и увидит случайно, посмотрит, разозлится, но может хоть задумается. Может хоть кого-то вызовет, скажет: подожди, а что это? Это вы мою фамилию под это подписываете? Я еще раз говорю, и, наверное, не перестану это говорить. Если бы сейчас речь шла о реформах экономики, о конкретике, людей бы сейчас мирили и как-то уважали гражданина, и как-то все шло через диалог, без принуждения. Если бы сейчас министр МВД не выступал, не рассказывал, что мы тут всех казним, кто вернется в Украину, или не выпустим 10 лет, или санкции, или там сейчас мы депортируем, а наоборот, что люди будут вот так, мы планируем вот это, вот это, вот это вот делать. Может, вам с этого удастся реализовать 5 или 10%, но вы должны говорить, как людям жить. А когда президент свои блоги, это не обращение президента. Когда президент обращается 1,5 года каждый вечер, цена этих слов, их значение, их вес сразу так вот падает. Байден, когда выступает, я не люблю Байдена, любой президент США, мы сейчас говорим о президенте США, априори это нереальная должность. Он говорит раз в месяц, может быть, иногда раз в 2. Вся страна у телевизора, вся страна закрыла рот и слушает. Трамписты закрыли рот и слушают. Говорит президент США, он не будет просто так трепаться. А это превратилось просто непонятно во что. Но декларируется, что победа это только забрать Крым, выйти на границы 91 года, но ни одного слова о том, как будем жить. Так мы что, если заберем все, будем жить как-то по одному, а если останемся, допустим, не дай бог, в нынешних этих пределах с откусанными территориями, будем жить как-то по-другому? Может, модель экономики будет отличаться? Или отношение к гражданину будет другое? Я не могу понять. Если Зеленский останется с населением 20 миллионов, то все. Опять же, приведу то, что Балашов сказал, ну вот в частной беседе. Не мои слова, чтобы просто себе не приписать. Он про олигархов. Я просто сегодня хотел про олигархов говорить и скажу вам. Вот как действует хороший инвестор, допустим, когда покупает акции. Он покупает акции, когда цена на дне, но перспектива есть. Для того, чтобы когда они пойдут вверх, на пике их продать. А плохой инвестор, он покупает на пике, когда цена, ну там, скажем, новичок или я не знаю, когда человек так просчитался, он покупает, когда цена на пике. А если цена на пике, значит неизбежно падение. Вот он говорит, что олигархи ставят как раз как вот плохие инвестора, когда на пике. Вот на пике был Зеленский, Коломойский поставил, прилетели. Вот сейчас Арестович на пике. Кто-то на него поставит, но дальше у Арестовича будет только падение. Вы понимаете? У Арестовича уже никакого роста не будет. Все, он на пике сейчас. Вот и все. Так, это Siri что-то включилось. Надеюсь, не прерывалось аудио, микрофон. Олигархи, если там остались остатки мозгов, они должны ставить сейчас на тех, кто пока ниже, но с перспективой взлететь. А если сейчас будут... Вы понимаете, к чему я это веду? Давайте представим, что Зеленский во время выборов, не во время выборов,
станет президентом на второй срок. Но он закончит с 5% рейтинга. Потому что послевоенно начнутся скрываться все эти моменты, мы узнаем те вещи, о которых мы даже сейчас не подозреваем. Все пойдет вниз. Рейтинг, это будет Ющенко номер 2. 55% поддержал, а закончил с 5%. Будет то же самое. Все. Поэтому я понимаю, что да, зайдет Зеленский, но 5 лет надо будет перетерпеть без Украины. Но потом все равно Зеленский уйдет, вы понимаете, это же другие времена, другая эпоха. Дай бог, если без импичмента обойдется. Это я бы на его месте просто не шел бы, не баллотировался бы. И фанатам, которые за него, вы за него проголосуйте, но он закончит на 5%. Почему? Потому что я вижу, как все идет. Вы представляете, все, что мы сейчас наблюдаем, и вдруг резко, чудесным образом все происходит иначе. И тут Зеленский говорит, все так вот переворачивается, совершенно другие вещи декларирует. И страна живет по закону, гражданин в безопасности, не от России, а от внутренних, понимаете, вот граждан, которые в голову себе что-то другое вбили. Где вот эти вот непонятные персонажи не разделяют людей по Ютубу, не призывают к ненависти друг к другу по какому-то ни было признаку. Вы что, все уже понятно, куда оно все идет? Ливень у нас начался. Не спрашивайте меня про уран, про эти глупости. Давайте говорить о тех вещах, которые напрямую влияют на вашу, мою жизнь. А какой компромисс, по вашему мнению, должен быть в контексте Крыма-Донбасса? Мотайте на предыдущие стримы, смотрите. Я просто об этом так много говорил, что уже нет смысла. Устаю от этого. Любой, кто будет подписывать территориальные уступки в сторону России, неважно, будь это за или кто-то другой, будет висеть на Майдане. Понял. Нет вопросов. Нет вопросов. Станислав Лазаренко, а вы сейчас находитесь на передовой? Напишите, пожалуйста. Или вы на диване с пивом решили там геополитикой заняться и решить, кому воевать, кому не воевать? Как относитесь к Подоляку? Презираю. Денис, вы еще не упомянули Третьякову, Тищенко, их тоже все ненавидят. А вы знаете, чьи люди Третьякова и Тищенко? Это друзья Ермака по жизни. Третьякова подруга Ермака. Вы знали об этом, кстати? Та, которая говорила, что в Украине некачественные дети какие-то рождаются. Да. У вас на столі не є прапор України. Правильно, жовто-синій. Підтримую. Слушайте, выпейте таблеточку и живите спокойно. И не рассказывайте мне про прапори. Дякуємо. Денис, дякуємо за стрім. Залишаюсь з тобою з 20 тисяч підписників. А я дякую вам, підписникам, глядачам. І всіх дуже прошу поставити лайк, бо це важливо для стріма. Денис, у меня почти все друзья 25-27 лет поддерживают даже не то, что Зеленского, а Ермака. Я просто в шоке. Пробовал переубедить, бесполезно. Это похлеще порохоботов. Ну, беда. Мне прислали сегодня парня, на В, как-то его фамилия, блогер, классический блогер. Значит, у него все, я посмотрел, канал относительно такой недавно, 1070 подписчиков, все видео политические, такой хороший продакшн, все, профессионально все делается. Но, извините меня, сидит парень в розовой кепочке и рассказывает про Ермака. Там типа обзор Ермака 50 минут. Ну, это мне напоминает, как-то мне присылали какого-то стримера на Твиче, который на голову белый презерватив одел, вырезал глаза себе там и рот и обсуждал мою программу реформ. Ну вы понимаете, все равно, что сейчас я вам поставлю здесь флипчарт и буду сзади рисовать на тему ядерной физики, в которой я вообще не то что 0, 2 нуля, ничего не понимаю. Ну, это примерно так смешно выглядит. Ну, конечно, там будет по 200, по 300 тысяч просмотров. Потому что есть как бы мейнстрим, всеядные, все равно кто. А у меня есть определенная аудитория, для которой я это делаю. Вот и все. Я априори не могу быть, может быть, что-то прострелить миллионником. Ну, как бы, я и так в шоке от своих результатов, я вам честно скажу. Это все вообще и мотивация, там про мотивацию постоянный вопрос. Это только все благодаря вам. Я честно говорю.
Так, глупые вопросы пропускаю. Денис, пока Украина не станет республикой, мы не вернем себе право гражданина, право человека. Так, до свидания. Это на странице теории заговоров. Так, как оцениваете версию Червинского про то, что из ситуации с вагнеровцами Лукашенко взял зелью за жопу, а в частности с этим связано разминирование Чонгара и неподготовленный к войне Север? Я знаю такие вещи, но я не хочу их сейчас озвучивать. Я же вам рассказывал. Ну, у меня есть такие... Я просто не, в текущей ситуации не хочу об этом говорить. У вас есть информация про то, что Путин дал команду подготовить план катастрофу? А, это вопрос. Не, у меня нет такой информации. Случай внимательно, никто не помогает тебя, кроме себя. Так, я понял. Вы писать не умеете. Не дури народ, как можно победить Россию. Культ личности опасен, 5% это в лучшем случае, а в худшем получим тирана, какого потом невозможно будет переизбрать. Ну, вы знаете, наверное, где-то вы правы. Вполне возможно, что в какой-то момент человек, который зависим от аплодисмента, у него может тут окончательно щелкнуть. Но я вам скажу, в таких вещах окружение иногда даже ну, не важнее, такого не может быть. Но окружение это 40% где-то, вот 60 это сам лидер, 40 это его окружение. Не окружение, а команду, которую он вокруг себя соберет. Я вам скажу точно. Был Гитлер, который хотел захватить весь мир, который почти всех евреев убил. Все это было основано на ненависти, на непонятно чем, как бы на зле. И он точно думал, что он непобедимый. Ну где он закончил? Ну вы видите, пока планета существует, все. В итоге это все равно все приводит к одному исходу. Любые вот то, что на таком на зле основано, это и Путина в первую очередь касается. Так же и здесь все. Украина аграрная страна была и теперь будет без вариантов. Последнюю промышленность добьют ракеты. Если у вас кроме агросферы и промышленности нет другого ничего в экономике, то вы просто совок, и вы хотите плановую экономику, как в СССР. Это не ко мне. У меня другой подход к экономике совершенно. У меня экономика это, ну, основа это услуги. Торговля и услуги. Финансовые операции. Денис, а ти планував відкрити банку для розвитку каналу коли? Я планував відкрити банку для другого каналу. Коли прийде час, не запитуйте мене, коли прийде час, я це зроблю, анонсую, прорекламую. Так, можливо, пропустили, вже коментували, але не знаєте, який документ тримав Путін на зустрічі з да, я обещал об этом поговорить, там человек в начале стрима спрашивал. Путин показал документ, это сделано специально, показал документ, якобы то, что они на стамбульских переговорах предлагали Украине, и от чего якобы Зеленский отказался. Если вы спрашиваете мое просто личное мнение, реальный ли это документ или фейк, мое мнение это реальный документ. Вот и все. Остальное додумайте сами. Или, если вы хотите уточнить вопрос, пожалуйста, я отвечу. Не, про Залужного теории заговора обсуждать не буду. Денис, как вы считаете, дадут ли Трампу нормальную предвыборную кампанию вести, возможную политическую деятельность, включительно скандал с секретными документами? Рассказывал несколько раз, еще раз повторяю. По Конституции США вы можете, даже находясь в тюрьме, избраться президентом США. Здесь свобода, свобода. Здесь другие законы. Это вам не Украина, где нужно думать, фильтровать, что ты там скажешь о верхушке власти, или даже не о верхушке, или об их обслуге. Это Америка. Это чуть-чуть другое. Трамп может теоретически стать президентом, сидя в тюрьме, но он там не будет. Зачем Украине легализация проституции? Потому что это деньги. И это правильно и с моральной точки зрения, и со всех остальных. Просто конкретно про легализацию проституции просто нет ни одного аргумента против логичного. Как людям жить, когда зарплата 7 тысяч, жилье 10 тысяч гривен? Это я не власть. Я вам эти условия не делал. Вопрос не по адресу.
Но то, что вы на моем стриме, это уже говорит о том, что вы на правильном пути, и вы разберетесь. Денис, прокомментируйте ситуацию с Залужным. Я не вижу никакой ситуации с Залужным, чтобы ее комментировать. Я вижу русские фейки, а я их не комментирую. Друзья, ставим лайки, давайте 3000 лайков сделаем. Больше, чем полстрима позади. Если против всех, то это как? И как, если не так? Вот сами себе на этот вопрос и ответьте. Скажи, баскетболом занимался в юности? Я до 26 лет профессионально играл в баскетбол, это было моей работой. Но не то, что в юности. Так. Олигархат делит миллиарды и счет голов. Руки. Так, ясно. Так. Денис, какую ты видишь будущее Украины и России? Очень интересно, ты с головой думаешь или нет? Да, ответ. Будущее Украины и России на ближайшие лет 50, оно полностью испорчено Путиным. Вы, наверное, ну, если вы про взаимоотношения, потому что у вас там с пунктуацией проблемы, не совсем ваш вопрос понял. Денис, как мы можем повлиять на открытие границ для мужчин? Никак не можете повлиять. Жаль, но нужно смириться с тем, что до конца войны, а возможно и первые полгода-год после окончания войны, не будут открыты границы. Это неправильно, но мы же договорились о реальных вещах говорить. Денис, как при приятном исходе контрнаступа решат вопрос с людьми, которые уже больше 8 лет Я не знаю. Я не знаю. Как относитесь к Бутусову? Сильный журналист, но они играют... Чем я отличаюсь от других? Например, если я с Арестовичем в плохих отношениях, но он говорит правильно, я всегда скажу, Арестович говорит правильно. И ничего со мной не случится. И даже если надо, я даже ссылку дам на его видео. И на любого другого персонажа, с которым у меня плохие отношения, личные. А Бутусов — это такой человек, который знает, что я говорю вещи, которые и ему выгодно даже, будем говорить. И я говорю правду и правильно, они никогда не будут на меня ссылаться. Вот в этом вся разница. По ТБ эксперты утверждают, что на довоенный уровень 200 миллиардов, вы, наверное, ВВП имеете в виду, нужно 3-4 года, 1,5-2%. Вот что нас ждет, если следующий срок будет Z. Ну да. Если у них, конечно, они будут на процент в год расти и говорить, что мы лучше. Это все путь в никуда. Но это очень профильный разговор. Это надо будет на закрытую аудиторию, открытая аудитория такой, ну, на широкой аудитории такое слушать не будет. Так, пишут: "Спасибо за контент". Это вам большое спасибо, что вы меня смотрите. Как относитесь к Буданову? Ваши мысли, почему он сейчас так пиарится, хотя и разведчик? Потому что он готовится в политику. Отношение у меня к нему, он не предатель, но, скажем так, ну, посмотрите мои видео о нем, чё я буду долго говорить. Или тайм-коды. Денис, когда бизнес-вебинары? Вы имели в виду бизнес-стримы? Каждый стрим я отвечаю, что я не могу, когда такая ситуация, вам пока анонсировать никакие по бизнесу дела. Денис, чи будуть допускати росіян до міжнародних змагань після закінчення війни? Ну, конечно, будут, но я не понимаю, что это вас интересует. Если бы мы на те условия согласились, то я думаю, мы бы стали более зависимы от политических действий Раши. Смотрите, то, что Путин показывает, я же сказал, понятное дело, что это там ход, пиар-ход, политический ход, но с гарантией безопасности. Да, и я хочу очень важное сказать. Там недавно Песков, если не ошибаюсь, вчера сказал, типа, одну из задач СВО выполнена, мы демилитаризировали Украину. Многие расстроились. Да я наоборот радуюсь, когда они это говорят. Знаете почему? Потому что пусть завтра скажут, что там денацификацию провели. Пусть все, что угодно там рассказывают. Это так готовится почва для того, чтобы однажды выйти и сказать: россияне, наши задачи выполнены, война окончена. Ну, вернее, не так, операция закончена, как они говорят. О, все. И что люди расстраиваются? Зачем там Кулеба ерничает? Я вообще, это неправильно. Вот я говорю, это неправильно. Сказал, отлично, отлично. На микрошаг ближе к окончанию войны. Не, ну, они вам могут рассказывать на камеру все, что угодно, но ни Зеленский, никто всерьез не думает, что Путин сделает видеообращение. Вы знаете, граждане, мы проиграли, Украина победила. Но это же надо быть совсем уже тогда не в себе.
Пусть там рассказывают все, что угодно, Украина должна интересовать. И я еще раз говорю, почему на моем канале мало видео, почти нету, про Россию, про Путина. Я не Соловьев, не Скобеева. Там с утра до ночи только Украина, Украина. Последние 10 лет у них нет в СМИ ни других тем, кроме Украины. А меня Украина интересует. И у меня тут не контрпропаганда и не помойка. И людей я собираю соответствующих здесь. Поэтому такие дела. Друзья, прошу всех подписаться здесь, кто не подписан на Ютубе, становиться спонсором канала, ссылка сверху в закрепленном комментарии, и обязательно в Телеграм-канал, потому что в Телеграме мы всегда на связи, и Телеграм — это продолжение Ютуб-канала. Это важно. Саша Хазова, дякую вам. А налоговые накладные блокируют одну за одной, в стране все хорошо. Да не говорите, я выставлял там в Телеграме и в Инстаграме у себя. Вы можете на все мои соцсети подписаться, ссылки везде есть под каждым видео. Одна фирма крупная, ну, которую я знаю, там с автомобилями связана, опубликовала вакансию. Бухгалтер по блокировке налоговых накладных. Представляете? Представляете, Гетманцев натворил, а бизнесмен отдельного человека должен держать, чтобы его вот эту шизу разгребать. Таким людям надо ставить памятник. Всем, кто сейчас в Украине делает бизнес, нужно ставить памятник. Я вам честно, без преувеличения это говорю. Это герои. И потому, когда мне начинают рассказывать, что бизнесмен, там кто-то пишет торгаши, для меня это все. Когда человек такие вещи говорит, это значит, человек с головой не дружит. И я с такой аудиторией не работаю. Так. Денис, ответьте, как насчет Мураева, президента Украины, заслуживает, по твоему мнению? Вы заслуживаете в бан, и вам объяснять бесполезно. Вы либо бот, либо не в себе. Денис, я видел, блогер говорил, что он против легалайза, просто причина, у нас будут ездить со всего мира, чтобы просто пое. И что в этом плохого? Так в этом же и цель, чтобы деньги сюда привлечь. Я думаю, вы очень молодой, и, ну, зачем вы это пишете? Я про налоги, ты так и не ответил. Значит, я не понял ваш вопрос. Гена, здравствуйте. Как относитесь к Лане Зеркаль? Да, это хорошо, что вы мне напомнили. Там, где последнее видео сделал про кандидатов в президенты, а я вижу президентом Лану Зеркаль. Ну, это каких-то ботов, видимо, набрала себе ботаферму. Я не верю, что там человек 100 реальных мне могли написать про эту Лану Зеркаль. Ну, это вы что, друзья? Вы отошли от темы стрима. Темы стрима много, поэтому я никуда не отходил. Я отвечаю на вопросы людей, я говорю о том, что у меня здесь записано, и так далее, и так далее. Да, я хочу сказать, 23 июня Зеленский планирует окончательно узурпировать власть. Сейчас ничего говорить не буду, давайте дождемся, потому что у них может еще ничего не получиться. Это то, что я там сделал пост в телеграм-канале, там кое-что мне сообщили, но потом это на 23 число перенеслось. Ну, давайте подождем. Это следующая пятница. Денис, как бизнесмен, подскажите, что такое оправданный риск и нет. Ну, сейчас не бизнес-стрим. Оправданный, неоправданный — это субъективное понятие. Это вы сами должны для себя решать. Но есть понятие контролируемый риск и неконтролируемый. Неконтролируемый риск — это пойти в букмекерскую контору, поставить, сделать ставку. Это неконтролируемый риск. А контролируемый риск, когда вы заходите в какой-то бизнес, вкладываетесь, допустим, в материальные активы, вы в худших раскладах можете там с дисконтом, но его продать и сохранить там 80 или 70% денег. Это контролируемый риск. И вы все просчитали. Вам не кажется, что все это, что все эти рейтинги Зеленского, они далеки от реальности? Как они вообще формируют, это предмет пиара? Я считаю, что Зеленский с очень высокими рейтингами, но то, что там политтехнологи заявляют, что он точно все безальтернативно, это я не уважаю такую позицию. Это вредит Украине. А вы в Телеграме хорошо умеете веселить людей, пост с комментом: «Вы думаете, Путин пошел бы на женщину войной?» Да, есть и такие. Это не боты. Это не боты, это реальные украинские женщины, которые сидят, и женщина пишет мне комментарий. «Люби Боже правду. Ти б сказав людям, що якби Юля була президентом, то Путін би не пішов, невже він би пішов на жінку війною?» Вот это вам уровень нашего общества. Ну, нельзя обвинять людей, да, что у нас так все. Ну, тоже ж факт. Так, ладно, не буду читать.
С Чаплыгой выходите в другой стрим. Ну, не интересует. Если вы спрашиваете меня, то я не понял, чё должен это комментировать, ну, мы не найдем общий язык. Не планируете влоги снимать про Майами? Влоги нет, но кое-каких пару важных вещей планирую. Я просто ничего не анонсирую, я не хочу потом вопросов: "А когда? А что?" Как будто бы я 24 часа в сутки, ну, занимаюсь только этим. Денис, как вы думаете, когда Украина потеряет военный потенциал, наступать, начнутся переговорные процессы или будем ждать второго контрнаступления? Второго контрнаступления в этом году не будет. Я в этом плане очень доверяю президенту Чехии. Отношение к "офисам", в кавычках, вроде днепровских, для меня это все не кошерно. Мне это не, ну, это не соответствует моим понятиям и принципам. Денис, получается, мог остановить войну, но не захотел? Я не знаю, я не видел всех документов. Как думаете, НАТО вступит в войну? Конечно, нет. Вы думаете, почему Украину не возьмут в НАТО? Украину не возьмут в НАТО, потому что Украина для НАТО это риск войны. Потому что они прекрасно понимают, как будет рулить Зеленский и почти любой, кто в голове у наших людей. Они прекрасно понимают, что будет то же самое, и потом через 5 лет Путин опять пойдет. И тогда им придется воевать. Никто этого делать не будет. Они все прекрасно понимают. Я про шария буду банить. Я про предателей не говорю здесь. Мне они не интересуют. Денис, в двух словах о легализации оружия, почему замяли. Не будет легализации оружия. Она есть в моих реформах, это опасность для власти всегда. Так, Юра Ляшенко, ну, тоже нечего вам сказать, извините. Это мне напомнило, там человек задает вопрос, как я отношусь, что Трамп похоронил жену на поляне для гольфа ради налогов. Вчера человек, вот парень вроде неплохой, пишет мне в телеграм-канале, дает ссылку, что в Сальвадоре запрещены аборты вообще под любым предлогом и с любыми обстоятельствами, и чуть ли не за выкидыши сажают женщин в тюрьму и так далее. И пишут: Денис, что вы скажете, вы же поддерживаете реформы Сальвадора. Я когда снимал видео про реформы Сальвадора и сказал, что они хорошие, ну я же там четко сказал про экономику, про борьбу с организованной преступностью. Разве там хоть слово было об этом? Человек может не со зла, но так это вредит. Я проделываю труд, я беру на себя удар, я что-то в конце концов предлагаю. Люди берут и якобы, якобы сторонники берут и дискредитируют всю идею. У людей с большими деньгами другая реальность, осталось заработать большие деньги. Я не знаю, где в моем стриме об этом было хоть одно слово. Так, я не удивляюсь, что и Гордон пойдет баллотироваться в президенты. Не удивлюсь. Так. Мы потихоньку скатываемся не туда. Давайте туда. Як думаєте, коли будуть вибори? Думаю, в марте следующего года будут одновременно президентские и парламентские. Здравствуйте, не разбираюсь в политике. Скажите свое мнение насчет цен на продукты. Они вообще снизятся? Нет, они не снизятся. Вам надо разбираться будет и в политике, и в экономике. 100%. Если Россия пойдет через 5 лет снова, то что останется от Украины? Не знаю. Только говорю, давайте нормальные вопросы, как специально. Сначала Подоляк с данными прогнозирует, что летом отобьем Крым, теперь по телевизору говорят, что у нас завышенные ожидания. Ну так вот так это все именно и происходит, так оно и работает. И я что и говорю, что информационная политика офиса президента это худшее, что я видел в жизни в этом смысле. Здравствуйте, как вам выступление Miami Heat? Хороший, успешный для них год. Но я не их фанат. Так. Ваша думка щодо неприльотів нафтових свердловин, никакой думки нету. Не то, о чому я хочу говорити. Денис, ви тримаєте якісь кошти в акціях компанії США? Нет. Нет. В акции нужно вкладывать тогда, когда вы готовы там на 10 лет туда заходить. Это в длинную игра. Почему вы считаете вопрос с объединенным ураном глупым, как полагаю? Я не сказал, что он глупый, я сказал, что это не готово сейчас обсуждать.
Так, как считаете, стоит ли брать Донецк? Мы там продвигаемся и уже пару километров от города. Не надо такое писать, даже если вы там. Не думаю, что это хорошая идея. Во-вторых, я не военный эксперт. Я даже когда там про Бахмут говорил, то говорил это с точки зрения политики. Я не военный специалист и не военный, чтобы давать оценку там действиям на фронте именно военным. Я даю оценку только политически и с точки зрения здравого смысла. Я не инвестор. Я не инвестор. Денис слушала интервью Залужного с Дмитрием Комаровым, он говорит о возврате Крыма. Я тоже частично слушал. Чому не відкриті кордони, безробіття велике? А вы мне, друзья, что-то свое мнение ни по какому вопросу так и не пишете. Напишите лучше свое мнение по вопросу диктатуры Зеленского, по вопросу Черновола в мусорнике. Вы как-то свои комментарии на этот счет здесь на стриме не написали. И вообще, к чему это все ведет, на ваш взгляд? Денис, какой ваш совет молодежи 18-25 лет? Мне 21, и мне очень интересно мнение такого человека, как вы, касаемо того, какие сферы в таком возрасте изучать. Вам нужно изучать то, что вам близко по духу. Это будет самое правильное решение. То, что вам по душе. Потому что если вам какая-то тема не нравится, и даже если она будет хлебная, и вам будет тяжело, в какой-то момент вы просто сдадитесь. Тренды, технологии. Мир быстро меняется. Учитесь быстро самообучаться, самообразовываться. Это сейчас самое важное качество. Важнее, чем любое образование. Привет, Денис, я только подключился, вы сказали, что есть человек, который может стать президентом. Да, я скажу, но я это скажу в видео. На стриме я не буду об этом говорить, я сразу в начале стрима предупредил. Денис, можете прийти в Майами? Нет. А немає думки, що є договорняк з Росією? Нет, немає такої думки. Могу уточнить, почему Америка продолжает поддерживать нашу страну экономически, несмотря на... Так, ясно. Денис, как думаете, цены на недвижимость на западе Украины в перспективе год-два новострои и вторичка, вы, наверное, имели в виду, будет дешеветь? Я в долларах. Я понимаю, что колебания мирового доллара. После окончания войны на Западной Украине цены расти точно перестанут, а в других регионах начнется рост. Сегодня с друзьями затрагивали тему Черновола. Мои друзья не понимают всех рисков, видят то, что телевизор диктует, к сожалению. Плохо. Дело плохо. Я вам еще раз говорю, я сейчас вижу в этом очень большую опасность для Украины. Я в начале стрима об этом много сказал, и еще раз вам хочу сказать. Многие люди просто это страшно недооценивают. Друзья, поставьте лайки, пожалуйста. Людей интересует выехать и денег заработать, а не Черновол. Ну, про выехать вы не найдете ни один канал, и мой канал точно не об этом, так что я вас разочарую. Чувствуется очень большая напряженность между военными и гражданскими. Как можно это изменить? А чё вы такое почувствовали? Дайте какой-то пример. Денис, вы говорите, что сейчас не до бизнес-стримов, пока над головой ракеты, бомбежка городов. Но если это продолжится до конца года, в следующем году, ну, не хочется терять год жизни. Не-не-не, я имею в виду, ну сейчас вот я собирался, и случились жесткие обстрелы. Пауза. Собирался, ГЭС рвануло. Ну куда, я же рассказывал. Рвануло ГЭС, я утром, друзья, бизнес-стрим вечером. Не. Я понимаю, что вы имеете в виду, так как вы написали, не будет точно. Денис, вы планируете создавать партию в Украине? Нет. Вы в Бога верите? Во Всевышнего верю. Арестович вчера в эфире сказал, в Стамбуле переговорах Рашу нагнули, они были согласны со всем вывести войска, только осталось нашу армию согласовать. Не знаю. Во всяком случае, тот документ, который я видел, показывал Путин, там как раз было про сокращение нашей армии. Чтобы партия была, нужно хотя бы 2 миллиона гривен в месяц. Люди столько не дадут. Я тем более не собираюсь. Так что бессмысленно об этом говорить. Что думаете о визите Блинкена в КНР? Поехал договариваться? Поехал на переговоры. Уже много лет не было таких мощных переговоров. Обсуждать и китайскую помощь России, и будущее, и войну, и все остальное. Это, кстати, важные переговоры для Украины.
Здравствуйте, наткнулся на стрим, послушал 10 минут. Никогда не общался ни с русскими, ни украинцами насчет войны. Не думаете ли вы, что США хуже, чем Россия? Ирак? Нет, не думаю. Денис, если не планируете реальных шагов, то зачем это все? Ну, раз не планирую реальных шагов, если вы считаете, что я сейчас делаю, это что-то нереальное и бесполезное, ну тогда так тому і быть, значить. Так, готовим потрібно бути до всього. Є купа різних можливостей для бізнесу в Україні, але потрібно вчитися, самонавчатись, сильно працювати. Є можливості завжди почати, але гор очікувати одразу не потрібно. Згоден. Денис, в описании у вас указана тема «Залужная надежда». Планируете ли вы раскрывать тему на сегодняшнем стриме? Я могу вам только одно сказать, что это было написано как раз в тему вот этих вот, но я этого, к сожалению, не избежал, вопросов про Залужного. Приветствую, Дэн. Почему решил провести с Гайдаем эфир, а не дебаты, например? Ну, как вы себе это представляете? Я обращаюсь к Гайдаю про эфир, а идемте на дебаты с вами. Я пригласил показать людям его позицию. Это один из топовых политтехнологов, который рассказывает на всех эфирах, что он чуть ли не либертарианец, и по экономике многие вещи у него похожи со мной. Я затронул часть тем, не все, не успел все. Часть тем, которые меня интересовали, но начал с главного по поводу Зеленского и вообще офиса президента. Он сказал свое мнение. Что меня порадовало, что все-таки моя аудитория шарит, и большинство все верно поняли, судя по комментариям. Я вам показал, как говорится, как это работает. Вы сделали выводы. Вот для чего это было сделано. А его убеждать в чем-то, спорить, зачем? Смысл какой? Ему это тоже не надо, я думаю. Он высокого мнения о себе, поэтому зачем? Денис, представьте, столько негатива копится внутри у людей, поэтому если какого-то человека из круга элит или их слух будут закидывать в мусорник, они видят в этом отдушину, как и ситуация с акулой. А какой Тарас Черновол, круг элит и слух, причем вообще Тарас Черновол в происходящей ситуации? Вот я еще раз говорю, я делаю видео или делаю пост, я там акцент делаю на одном и смысл закладываю в одном. А люди видят совсем в другом. Люди увидели там в личности Черновола ключевое. Нет. Ключевое, что в европейской стране, в центре Европы, которая рассказывает, что она обязана быть в НАТО, Евросоюзе, а Зеленский это просто демократ, которых свет не видел, и Украина это просто оплот демократии в Европе, бросают политического деятеля в мусорный бак люди, банда людей, толпа людей, которые даже не одевают маски, потому что знают, что им за это ничего не будет. Все. Это называется беззаконие. И я в начале стрима сказал, что даже если бы бросали тех людей, которых я терпеть не могу, это ничего не меняет. Нет такого словосочетания, как Западная Украина. Есть понятие Запад Украины. Запомните уже, Западная Украина это как отдельная страна, хотя это не так. Эх, Не цепляйтесь к словам, ладно? Что думаете про расширение БРИКС? Что это большое поражение Байдена лично, а соответственно и США. Про Miami Heat я уже сказал. Для них это хороший год. Так, Денис, скажите, пожалуйста, как мы, молодые 18-25, можем сделать для того, чтобы изменить эту страну? Возможно, вопрос простой, но я новый подписчик, мне важно ваше мнение. Пока нужно политически, во-первых, заниматься собой и своей семьей, это самое главное для начала, а потом политически, вернее, дальше параллельно политически разбираться в политике, в экономике, для того, чтобы можно было правильно голосовать и влиять на людей вокруг вас. Другого просто не дано. Или просто отказаться от этого и уезжать, и сконцентрироваться на своем благосостоянии. Вы как свободный гражданин тоже на это имеете право. Доброго времени суток, Денис, стоит ли слушать Юрия Швеца? Нет, не стоит. Напоминает ситуация с Черноволом, как в 2014-2015 году с тетушками. Да, там говорят, архитектор этого всего один и тот же Перец, которого я сегодня упоминал. По скриптум про батьків. 20 років як їх уже кинули на квартиру довгострой, приводжу їм приклади, що у нас влада веде країну вже, і їм не на часі. Это не вопрос какой-то отдельной власти, это вопрос того, что в Украине нет ни законов, ничего.
С Черноволом мусорки беспредел, как по мне, первые шаги гражданской войны. Да, да. Я вас уверяю, что так это все и начинается. И я еще раз хочу сакцентировать внимание. Ну, это я так считаю, а как вы, можете написать в комментариях. Сейчас, мне кажется, самый высокий градус напряжения в обществе за всю историю независимой Украины. Я так чувствую, по крайней мере. Пусть и с Америки, но тем не менее. Я же общаюсь. И аудитория — это всегда срез общества. Вы не могли бы рассказать о ТЦК, кто крышует и оберегает от судебных дел? Вы что, не понимаете, что такое ТЦК? Кто крышует ТЦК? Денисе, налаштуй опитування в чат, це оживить стрім. Надо изучить. Кого вважаєте найвидатнішим баскетболістом всіх часів? 3 человека: Коби Брайант, Майкл Джордан и Стеф Карри. Карри уже к ним подбирается. Денис, что думаете о заявлениях африканских лидеров в отсутствии обстрела? Уже комментировал в начале стрима, потом посмотрите в повторе. Карасизм — это прекрасное будущее Украины. Смотрите, когда, вот Балашов тоже рассказывал, помните, в прессе было, когда ему эту корову возле офиса поломали, это, я не помню, кто это был, в масках. Стоит человек в маске и разговаривает по рации и ведет переговоры с полицией, а полиция стоит и ничего не делает. Это же было при Порошенко. Ну, как я могу поддерживать после этого Порошенко? Нет, друзья, быть такого не может. Вы не можете, в Израиле всю историю идет война. Вы не можете в Израиле никого кинуть в мусорник. Вы не можете по городу ходить в балаклаве. Вы не можете факельное шествие проводить. Там, смотрите, в Тель-Авиве можно в 3 часа ночи в самом темном переулке быть, и с вами ничего не случится. Не только в Тель-Авиве. Вот и все. Это страна, которая в окружении врагов и всю историю в состоянии войны. Специфическая жизнь очень. И то там такого добились. Тут центр Европы, разговоры про ЕС, про цивилизацию, и во время войны такое. Так. Почему в мире, например, в Америке и Европе, Норвегия, существует некоторое количество ненужных госпредприятий, которые будут коррумпированы и нерентабельны, считая безопасности и армии? Про Европу давайте конкретный пример. Вы дали Норвегию. В Норвегии вряд ли есть ненужные коррумпированные госпредприятия. Я сомневаюсь, что в Норвегии вообще есть коррупция. И уж где-где, в Норвегии точно бабки считают. И вы сейчас этим опять пытаетесь вкинуть людям, может быть, не специально, я не говорю, что вы это делаете специально, но это неграмотно, неправильно с вашей стороны. Я вдалбливаю каждый стрим, что все должно быть частное, а вы пытаетесь скинуть, что да вроде как государственное это неплохо. В Украине больше 4000 государственных предприятий. Наверное, не все страны мира собрать вместе столько не соберешь. Без Северной Кореи и России, если брать. Ну, Скотти Пиппен великий, но в мой топ не входит. Денис, как вы думаете, есть ли какие-то предпосылки для окончания войны в этом году? Может, США что-то об этом пишет? Я скажу, как я это чувствую и вижу. Я пока вижу, понятное дело, все зависит от Путина и от Зеленского, но я так вижу, что чуть-чуть больше от Зеленского на данный момент. Ну и, конечно же, контрнаступление надо дождаться, и как оно пройдет, от этого тоже многое будет зависеть. Я могу сказать, что если брать супер-пупер оптимистичный сценарий, то в этом году возможен какой-то режим тишины. Но я бы на это не рассчитывал. Пока то, что я вижу по началу контрнаступления, я бы на это не рассчитывал. Чорноволов, смітник кидали Зармаковські і тітушки. Вони не знають про закон бумерангу. З такими діями Україна не візьме в Євросоюз. Следующий президент Ермак, запомните, это конец Украине. Не, я не думаю, что он будет баллотироваться. Мне не дали политубежище в США. Зачем вы от меня такое пишете? Мне не дали и не отказали. Так.
Если в офисе президента работали политики Америки, что бы это детский вопрос. Денис, ну не преувеличивайте, у меня знакомая была в Израиле на заработках, к ней в квартиру вломились, заставили отдать деньги и плюс сексуально домогались. Увы, но есть беспредел везде. Да вы не поняли, о чем я говорю. Я что, сказал, что там криминалитета нет? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Денис, привет с Филиппин. Впервые на прямом эфире у вас. Спасибо за вашу работу. Ну, Филиппины это уж совсем экзотика. Такой экзотики у меня еще не было в аудитории. Спасибо, что смотрите. Западные СМИ пишут, что ЗСУ собираются наступать через обмелевший Днепр в районе водохранилища. По их заголовкам СМИ понимаю, что не все так чисто. Не знаю, может ли это обсуждать сейчас. Но тем не менее обсуждаете. Я живу в Норвегії 10 років, сама соціально захищена Україна. Да, но Україні это не подходит, это совсем другое. Ну, модель, Норвегії. Цікава ваша думка, як бізнесмена багатьох людей зараз збереження в валюті долар, чи варто зараз зберігати кошти, чи купувати машини, квартири або класти в Укрбізнес? Решайте самі для себя, ответственность брать не буду, но зберігати кошти в доларах- это хорошая идея щас. Так. Денис, сегодня выскочила мне в ленте "Ютуба" рекомендация видео какого-то Георгия Тука. Зашла посмотреть, так он выставил видео ваше, прививка для памяти, но он другое название. Вы его знаете, взял у вас. Вы почитайте, это очень известный персонаж. Он у меня не взял, я это взял у неизвестного автора из интернета и подрезал там Порошенко. Денис, в чем патриотизм ходить факельными шествиями и орать человеку ненавистные лозунги? Не понимаю. Я разве такое говорил? Зачем наши СМИ постоянно накачивают людей ложными надеждами про контрнаступление, про 91 год, чему такая политика? Вопрос к офису президента. Панасенко выставил условия, на которые я не готов идти. И озвучивать которые, ну, считаю некорректно. Может быть, позже. Так, что-то этот парень пропал, который активно рассказывал, что нельзя ничего. И когда я спросил, в окопе ли он где-то пропал. Вот так это все всегда и заканчивается. Смотрите, если вы хотите узнать, які приватні компанії належать енергосистеми в США, вы это задаете, я же это не отрицайте. Я же это слышу, что как бы не надо энергетику приватизировать. Живите с государственной энергетикой, нет вопросов. Хотите узнать, как это в США? Зайдите в Google и найдите. Миллион частных фирм продают электроэнергию. Миллион частных фирм. Электроэнергия, газ- это все такой же товар, как и вот эта вот ручка или телефон, или что угодно. Но вам это не понять. Живите с государственным, все. В Украине все прекрасно, я вас не трогаю. Супер экономика, перспектива громадная, нет вопросов. Денис, я живу в Польше уже 4 года, приехал в Киев, бардак, цены не соответствуют зарплатам, люди злые, вывод, не хочу возвращаться, хоть тяжело в Европе, но стабильно, у нас хуже, чем Россия. А зачем вы вообще сравниваете Украину и Россию? Я бы этого не делал. Вы что, для себя Россию выбирали для жизни? Я не думаю, что у меня есть такие люди на стриме. Во-вторых, вы правильно написали. Про Польшу и Украину вы правильно написали. То, что вы написали, соответствует 99% тому, что я слышу тоже. Многие говорят, что Варшава по архитектуре и по ощущениям это один в один Киев. Многие говорят. Денис, нужна ли Украине легализация ЧВК? Очень жаль, что вы не смотрели мою программу реформ. Да, нужна. Это есть в моей программе реформ. Обязательно нужна легализация ЧВК. Ну, раз так, привет из Бангладеша. Чита Гонг, моряк. Ловлю инет, смотрю ваш стрим. С днем отца. Ого, Бангладеш тоже супер экзотика. Спасибо, что смотрите. Я пока не отец, поэтому меня это не, ну, как бы, это всех отцов, которые на стриме касается, настоящих, конечно. Так, бессмысленный вопрос, потому что мы не знаем, кто будет президент. Ну, бессмысленно.
По моей программе реформ можно 100% первый год выдать, потому что ВВП просто нет, а может быть и 200. Без мои ожидания. Процент или 2. Милованов с Гетманцевым по-другому не сделают. Так, Варшава больше похожа на Львов со старыми зданиями прошлых столетий. Насколько я знаю, я не был, но в Варшаве вроде бы есть разные районы. Краков больше похож на Львов. Люди не понимают, что 4000 госпредприятий Украины и есть коррупционная корыта. Конечно. Конечно, вы, во-первых, правы, во-вторых, конечно, не понимают. Люди не понимают, что госпредприятие это не для блага их или государства. Это для блага чиновников, которые там работают. И все. И обогащение. Больше ничего. Это та причина, по которой еще они не приватизированы. Одна единственная. Порошенко на этом зарабатывал, а Зеленский просто этого не понимает. И все. Друзья, ставим лайки. Ну что такое? Давайте 3500 лайков сделаем. У корыта одни и те же рыла. Все так, но это не тема для меня. Это пролетарские разговоры, демагогия. У меня тут конкретика и о будущем, о настоящем. А вот это посыпать голову пеплом, это не со мной. Мне просто даже честно неприятно это читать. Я вам просто сразу сказал, чтобы вы ну, правильную волну выбрали. Ну и кто может стать президентом? Вы. Так, про военные в Рені, я думал, это Одесса, это Рені, я уже рассказывал сегодня, я тоже это видел, это кошмарно. Ты видел интервью солдата, который уже озвучивает перед Мосичук идею о сдаче Донбасса, уже тестирует реакцию. Значит, во-первых, Денис Десятник– это гур, а не солдат. Во-вторых, он имеет право озвучить свое личное мнение. Точка. Его мнение в этом конкретном вопросе я полностью поддерживаю, потому что это не то, что мнение какое-то супер-пупер, как и мое, собственно. Это просто объективный, трезвый взгляд на вещи. Вот и все. И я рад, что он это сказал. Денис, очень хотелось бы еще подкасты с Балашовым или Себастьяновичем, запланированные на ближайшее будущее. У меня запланирован пока не с Балашовым, с Себастьяновичем, сделаем и с ними, наверное, а с другим человеком. Денис, а есть вариант оставить предприятие государству, каким-то образом убрать из них коррупционных схем? Нет, таких вариантов нету, и я не понимаю, зачем это вам. Вот просто я не понимаю. Это невозможно в Украине сделать, и незачем, самое главное. Вдохновлялся в юности спортсменами, потому что до 26 лет ничего кроме спорта ну, в моей жизни не было. Чем для Украины закончится война, по-вашему? Победой. Если будут частные предприятия, то что, госуслуги будут дешевле? Ой, боже, боже, боже. Денис, может ли ваша YouTube-деятельность повлиять на получение политической защиты в США? Я вообще не понял ваш вопрос. Наверное, может. Если легализовать проституцию и траву, то стоит сделать какой-то основной город, как столица. Нет, по всей стране. Надо было раньше Крым делать, вот такой зоной, где разрешить все, но о Крыме никто не думал. И, кстати говоря, вы знаете, я все больше на мысль такую, сам себя навожу, вернее, прихожу к ней. Донбассом тоже никто особо не занимался. Вот и все. Какое у тебя образование, Денис? Я так не люблю этот вопрос. Жизнь мое образование. Опыт, свои ошибки. Это мне напомнило тему вот эту с движением SafeOp. По определенным причинам я вынужденно у себя в телеграм-канале написал, что я поддерживаю предпринимателей и предприниматели welcome, но я не поддерживаю движение SafeOp и его лидеров. И так вот и с вашим вопросом получается. Так. Потому что там на прошлом стриме, это я уже после... во время стрима и после я увидел, это женщина, одна из лидеров этого движения, начала рассказывать, что
У Доротича 3 высших образования, а сколько у тебя? Вот это она считает, что количество высших образований — это показатель интеллекта. Так что я, видите, все правильно сделал. Ой, блин. Денис, скажите, когда планируется следующий подкаст? Планируется. Я не люблю, когда меня загоняют в рамки, обещания и так далее. У нас 33 года никто страной толком не занимался. Если вспомнить, с каждым президентом был связан какой-то скандал. Никто не сидит, нужно делать, как в Южной Корее. Я не знаю, как в Южной Корее, если честно. Я знаю, что там капитализм. А вы хотите кого-то опять под стенку поставить, посадить. А я это не моя философия. Про безопасные менеджеры было на прошлом стриме. WhatsApp и Signal. Основываясь на реакции западных стран после подрыва ГЭС, следует ожидать больших катастроф. Цитата Гарри Табаха. Имеет право на свое мнение. Так. Денис, я с вами с мая 22-го. Видео все смотрю и лайкаю. Вопрос, насколько важны комментарии под видео. Когда оставляю комменты, на меня неадекваты набрасываются, что очень бесит. Ну, если вас это бесит, не оставляйте, я на вас не обижусь. Комментарии точно влияют от 7 слов и больше. Ну, на алгоритмы. Ну, так ходит такой слух. Петров, не Аваков, Авакян. Ясно. Денис, что должно остаться в распоряжении государства, если все приватизируется? Ничего. Ничего. Государство только должно остаться, и все. Оно должно заниматься в идеале 3-4 вещами. Армией, то есть государственной безопасностью, социальную функцию на себя взять, суды. Этого что, мало? Полиция. А больше ничем. Экономикой государство не должно заниматься. Бизнесом государство не должно заниматься. Арбитром быть должно в рынке. Все, не больше. И жизнь показала сейчас, что это вообще супер актуально. Вот пусть государство занимается только судами, национальной безопасностью. Все. Так мало людей понадобится, и так всем хорошо, и просто станет жить без Гетманцевых, без Миловановых, без Ермаков, без вот этого всего. Без Резниковых особенно. Стоит ли укладывать деньги в облачный майнинг? Ну, если хотите потерять, то да. Вы там точно не заработаете. Я полностью поддерживаю правильную приватизацию, но не могу понять, почему ГОС все еще остается за ГОС, все. Где за границей конкретно? Скандинавские страны нечего рассматривать, во-первых, потому что там не ну, там совсем все другое. Это бессмысленный спор, и я все равно не понимаю вашу мотивацию. В Америке там 4 госпредприятия, самая успешная страна. Какие еще нужны доказательства? Объясните, пожалуйста. Про Стамбул я же уже рассказал. Вы, наверное, отвлекались куда-то. Я помню ваш вопрос в начале, потом после вас его задали, я забыл, и я уже ответил. Сможет ли бизнес пережить еще одну такую зиму? Ой, не знаю. Я так за это переживаю. Я вспомню, что было в прошлом году. Если сейчас это будет, это, конечно, вообще. Каково ваше мнение о генерале Кривоносе? Слушать надо и фильтровать, как всех остальных, тоже надо. Надо всегда думать только своей головой, даже когда меня слушаете. Денис, как вы относитесь на каком языке разговаривать? Небольшая, наболевшая тема, хотелось бы услышать ваше мнение. Для меня, я не делю людей на украинцев, на русскоязычных, або украиномовных. Для меня важно, какой человек, его принципы, взгляды, что у него здесь. А какая у него религия, на якій мові розмовляє, вообще для меня никакой роли не играет. Вообще. Я знаю таких негодяев, и вы их знаете, украиноязычных, которые на мове в вышиванці просто имели нашу страну и в том числе приводили сюда войну. И знаю масса русскоязычных людей, которые в том числе и на фронте сейчас, во-первых, на секундочку. Во-вторых, которые ничего плохого никогда в Украине не сделали, кроме как создавали рабочие места, платили налоги и все, и свое благосостояние строили. Что делать школьнику? Вам надо с родителями посоветоваться. Я бы уезжал пока. А потом посмотреть на государственную политику. Если вы нужны Украине, то вернуться. 100%. Просто
какое преимущество у людей, ну, до 25, максимум до 30 лет. Не говорю про всех, за всю Одессу не скажу, но по большинству. Вы еще в том возрасте, когда вам будет легко принять другую культуру и полностью интегрироваться даже в другое общество и по языковому вопросу, ну, в чужой стране выучить язык, и все. Это вы сможете еще срастись с этим. После 30 это уже сделать крайне проблематично. Возможно, но просто вопрос душевного комфорта всегда будет открыт, я считаю. Внешняя политика еще на государстве. Да, Богдан, вы правы абсолютно. Боже, на Трещинском рынке было много продавцов с высшим образованием. Маргарита, вы классный пример привели. Вы знаете, всегда на рынках была масса людей с высшим образованием. И вообще, ко мне приходили, когда у меня был бизнес в Киеве, ну, вы представляете, да, за 10 лет сколько там людей приходило устраиваться на работу. Я на линейном персонале видел таких людей, у которых там тоже по 3 образования. Жаль, что этим меряют интеллект, и жаль, что так все происходит, что эти люди потратили на это время, может, деньги и не применили. Такое образование, такая система. Так, много вопросов посыпалось, и это хорошо. Какой рецепт успеха Украины? Мое видео найдите "10 реформ для Украины", послушайте от А до Я, пришлите друзьям, напишите комментарий, и будет полноценнейший ответ на мой вопрос, на ваш вопрос. Денис, кто вы по гороскопу? Козерог, но я в гороскопы не верю. Вообще во всю эту чушь я не верю. Там какие-то тарологи меня разбирают. Господи, ну как разбирают? Она хоть хотя бы уже как-то талантливее это делала. А то она еще ничего на картах не кинула, а уже зрителям рассказала, какой я негодяй, понимаете? Это просто вообще, что делается, культурных слов у меня нету. Як ви вважаєте, якби в нас в країні з моменту війни стало б ноль корупції і інша система? Військовий сектор з перших днів дали в приватні руки. Во время війни ви такі движения різкі не зробите, як ви пишете. Наскільки успішні були наші справи? Ну, ви утрируете, немножко не это имеется в виду. Время войны, просто военное время, оно чем хорошо, тем более Зеленский сам признал, что мы сейчас существуем только благодаря США, экономически в том числе. То есть бюджетные затраты покрывает США в основном. Все, бери, делай, что хочешь. Европа что-то рассказывает и скажет: а у меня война. Если я сейчас бизнесменам хоть что-то не предложу, которые остались, они просто релоцируются в другую страну, и я потеряю людей навсегда, креативный класс. Мне это не надо. И что Европа скажет: ой, не дадим тебе денег, потому что ты налоги снизил во время войны. Так я и так живу за ваш счет. Логично, логично. Но президенту нашептали: не-не, не надо, мы же кредиты будем брать. А кредиты мы будем брать, потому что мы сами ничего не собираемся делать. Мы не собираемся ни приватизировать, ни бизнес-условия создавать. Мы ничего не собираемся делать. Мы собираемся все время, пока мы у власти, жить на кредиты. Все. А дальше после нас трава не расти. И сколько мы оттуда выйдем с этой Украины, уедем за границу потом жить, столько и будет. Вот как они рассуждают. Приклад державного і приватного Укрпошта, Нова пошта, да. Что думаете по поводу контрнаступления? Уже говорил, потом посмотрите в повторе. Андрей, спасибо за хорошие слова. Да, чув заяву Зеленського, що росіяни хочуть зірвати ЗС. Я ж сказал, когда такой шизофреник рядом, возможно, все. Я про Путина. Нужны ли профсоюзы? Нет, это все лівачество. Політична самоосвіта, знання історії країни проживання, знати економічний мінімум – це основа основ. Да, і це нужно преподавати в школі. От ви вірно все написали. В школі потрібно, вони там хотіли уроки православия, какой-то это вот, ну что это вообще такое? Нужно было финансовую грамотность преподавать, конечно. Політична самоосвіта, і тут ви праві, тому що в школі точно політику не надо преподавать, потому что это будет промывка мозгов в интересах, вы же знаете, кого. Сумно, що наші люди з таким супротивом ставляться до капіталізму. Вы знаете, это, ну, сумно, вы, наверное, правы, но для меня это смешно. Потому что вся помощь идет от капиталистических стран, все патроны, все оружие создано на частных заводах, то есть бабки все, которые Америка собирает, все с частного сектора и передает налогоплательщики, следовательно, потом передают Украине.
То есть все в Украине на сегодняшний день, жизнь страны и каждого человека в отдельности, и армия, и все, и на карте мы до сих пор благодаря Америке и частному сектору, и капитализму. Но у себя нам его вводить не надо. Вот понимаете, эти люди просто непобедимы. Вот непобедимы. То есть, что такое неадекватность? Это когда тебе конкретно вот дают аргумент, ну просто, ну, мы же не можем отрицать, что это ручка черная. А люди говорят, да она какая-то серенькая с беленьким. Все, дальше разговор невозможен. Як ви вважаєте, я ответил. В чем Америка самая успешная страна? С 32 триллиона долгом, где бы они были без печатного станка? Вот они. Ай. Ладно, не буду вас пока банить. Может, будете дальше меня иногда веселить. Сколько я, вы знаете, мне всего лишь 35, но сколько я уже видел этих разговоров и слышал, что доллар рухнет, Америки скоро не будет. И знаете, что объединяет всех этих людей? Они все неудачники. Вот все, кто такое говорили, они все неудачники по жизни. Хочу виїхати звідси, забутися це все як страшний сон. Тут в людей прав менше, ніж в пса чи кота. Да, но вийдете, будете сумувати. От саме через це Зеленський дуже винен перед всіма нами. Так. Як ви вважаєте, якби ми скоротили армію за тим незрозумілим договором, Путін би не напав? Ви не поняли, що це во время війни було? Это правда, что НДС была основная статья доходов государства до войны? Ну, конечно. Ну, конечно. И самый коррупционный налог по совместительству. Только не государство, правильно говорить, а бюджета. В школе финансовую грамотность сложно преподавать, зная, на какие копейки живут учителя. А финансовую грамотность не учителя должны преподавать, а приглашенные люди для этого. Бизнесмены, например. Представляете, какая это была крутая практика, если бы каждая школа, и для бизнесменов это была бы хорошая общественная деятельность, э, приглашала предпринимателей, и люди им правду рассказывали, как это работает. Представляете, как бы это заражало детей сразу, и как бы это было круто. Ну і останнє питання про ленд-ліз. Вже ні слова про нього не чути, все вже забули чи як, пропаща тема. Да, пропаща тема, ленд-лиза не будет, точка. Друзья, лайки ставим, не забываем. Подписываемся на канал, кто не подписан. И обязательно на телеграм-канал. Ссылка в закрепленном комментарии сверху. Кто хочет стать спонсором канала, $1 в месяц, все могут себе позволить, чашка кофе. Присоединяйтесь, это позволит развиваться каналу. Сейчас везде крутят Светана. Это замена Арестовича? Ну, нельзя так сказать. Валерий Чалый как президент. Ясно. Все ясно. Давайте уже лучше я тогда, ладно? Неудачники по жизни, що ви маєте на увазі? Я объясняю, что все те люди, которых я наблюдал по жизни с юности, которые рассказывали, что завтра доллар рухнет, и Америка рухнет, и это все фейк, и станок только у них, и все остальное, это все не... Я ни одного успешного человека не видел, который бы так рассуждал за всю свою жизнь. Не, может, в России говорили, но я, слава богу, общения там не имел никакого. И школы должны быть частными, тогда учителя не будут получать не 7 000 гривен. У меня в программе это есть. Так почему ленд-лиз не заработал? Ну, значит, Америка не захотела. Шалом, шалом. Так, соло-арбитраж, Дубай, конечно. Так, 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 так. Как вы относитесь к Олегу Соскину? Я 1000 раз говорил. Некогда умный человек к старости превратился в шизофреничного антисемита. В любителя теорий заговоров и громких заголовков. Тот человек, я не могу серьезно относиться, и, кстати, ни один Соскин на этом погорел.
Только он по каким-то возрастным причинам, а у других, наверное, какие-то другие причины. Весьма серьезно талантливые люди с большим именем начали играть в эту игру, а вот через там месяц будет, типа, глобально Россия пойдет опять на Киев. 1 000 000 просмотров. А вот это вот там такое что-то случится, ядерная война завтра, 1 000 000 просмотров. Потому что человек же, блин, надо послушать. Ну как, это ж ты что, надо послушать такое. Не, для меня сразу все полная дискредитация. Слово такого человека для меня уже ничего не весит. Живу в Дании, здесь вообще нет преподавателей, большинство практикующие специалисты, бизнесмены, экономисты. Вы знаете, несмотря на то, что я не люблю социализм, но я уважаю скандинавские страны, у них свой подход к жизни, своя тема, там люди, самый главный критерий, они счастливы там, они счастливые. А Дания это вообще супер страна. Так. Что Панасенков кому предлагал? Вы не поняли меня, я не понял ваш вопрос. Блестящий стрим, спасибо. Почему ТЦК не зарегистрирован юридически? Спасибо заранее за ответ. Здесь не канал сторонников теории заговора, всякого бреда. Мы здесь говорим о реальных вещах. Про вот это юридически, мы тут физлица, это не ко мне, тут не палата. Да, то, что в Германии, я вижу ваш вопрос, что предмет экономика есть, все учителя левые, марксисты, я знаю, это ужасно. Денис, а возможно ли осуществлять ваши реформы в условиях войны? Очень многие, да. Все, что касается экономики, безусловно. Так, про себя президента я пошутил. Інституція фундамент життя. При нинішніх умовах війна та формату докладання інформації все впирається в саморозвиток, як на мене. Згоден. І до війни теж. І до ковіду теж. Короче, бессмысленно. Не знаю, що ви имели в виду. Наверное, для вас бессмысленно. За ленд-ліз потрібно платити, пише чоловік. Ну, тоді пусть пацани в окопах погибають, пусть України не буде, тому що за це потрібно платити. Такой у вас підход, правильно я понимаю? Просто люди меня поражают. Тогда давайте не будем платить и все, и погибать будем. Вот так вот это вам, друзья, жертва промытых мозгов Подоляка и компании. Но вы должны понимать, что если бы вы слышали в публичном пространстве, что Зеленский просит ленд-лиз, а ему Байден не дает, я бы эту тему муссировал. Если об этом это слово запрещено употреблять в США, ну, в официальных, конечно, кругах, и в Украине, значит, все, значит, Америка не собиралась его давать. Скорее всего, это было, я так теперь уже думаю, это у Байдена был ход, чтобы напугать Путина. Типа, ты не понял, мы сейчас им ленд-лиз дадим, будут тебя шарашить нашим оружием. Вот и все. Это мое пока такое предположение. Посмотрим дальше. Так. Денис, на мое мнение, Зеленский действует по правилу победить врага его же методами, потому Зеленский строит такую же диктатуру, как Путин. Так он же побеждает народ, а не Путина такими методами. Какое имеет отношение Россия и Путин к тому, что они делают внутри страны? Я что-то не могу понять. Это какого-то русского поймали и в мусорник кинули? Или это русский магазин Комфи? Или я, может быть, к этому имею какое-то отношение? Это парадокс. Наверное, в эпоху, когда выгнали Януковича, не было, было меньше политических эмигрантов, чем сейчас. Я знаю просто кучу людей, которые только все делали на пользу Украине, и либо уехали, либо, как я, в политической эмиграции оказались. Это просто нонсенс. Это просто нонсенс какой-то. Так, пишуть дякую за стрім, а я дякую за те, що ви дивитесь. Денис, кто-то тебе импонирует еще помимо Маска? Баффет, Безос. И Баффет, и Безос. Просто это чуть другого поля ягоды, другое направление. Это все выдающиеся предприниматели, выдающиеся. Ну, Баффет инвестор, не предприниматель. Сколько нужно денег на переезд в США? У каждого по-своему.
Ваш вопрос, ну, без обид, звучит несерьезно. Вы же не пишете, сколько людей, какой, ну зачем об этом? Бизнес-стрим будет. Не стрим, а стримы. Мы сделаем подписку, будем по ней общаться. Как американцы относятся к криптовалюте, стоит ли ее принимать в Украине? Что такое принимать ее в Украине? Они уже, идиоты эти, приняли закон, что в Украине налогом будет облагаться 19,5% операций с криптовалютой. Ну, все ясно. Уже мне звонят и говорят: все ребята, кто с криптовалютой связаны, все в Дубай, лыжи строят, все уедут. Вот вам, вот, пожалуйста, вам яркий пример. Все, о чем мы можем дальше говорить? А в моем пакете реформ я говорил, что нужно было изначально любая инновация, есть крипта, все разрешаем по крипте, все легализовано по крипте, по майнингу. И приезжайте со всего мира, творите, что хотите. Это же легально все. Это же никого не убивает, никому не портит здоровье. Пожалуйста, зарабатывайте здесь бабки. Там копеечный какой-то налог, и все, делай. Нет, 20% поставим, пусть все уедут. О, класс, о, класс. Как там президент говорил, що повернулися більше, ніж поїхали. А он, наверное, не в курсе, что 20% налог на крипту сделали. Он, скорее всего, не в теме. С Китаем возможны адекватные политические отношения? Конечно, да. Починати треба тільки з єднання, але всі повинні бути заможнішими на цей час. Ну, правильно, да. Потому я объединяю людей, а не разъединяю. Вы никогда на моем стриме не слышали, что вот эти украинцы такие. Мне, может, не нравятся и комментарии, и все остальное, политические какие-то моменты, но я никогда не разъединял людей, только объединял. И настаивал, что у всех есть права. Друзья, подпишитесь на канал здесь, подпишитесь на Телеграм, становитесь спонсором канала, поставьте лайк, пожалуйста, не выходите со стрима, пока не поставите лайк, это важно. За репост тоже буду благодарен. Так. Понятно. Мария Базга, вы тоже ошиблись каналом. Здесь не палата. Про ваши теории заговора в другом месте. Ну, друзья, всем спасибо. Больше 2 часов, я думаю, достаточно. На Телеграм обязательно подпишитесь, следите за анонсами. На следующей неделе будет, как всегда, много интересного. И в пятницу, думаю, много интересного тоже будет. Я думаю, что Зеленский сделает то, что он задумал. Узурпирует власть полностью. І ви завжди згадуєте хлопців, які зараз виконують завдання в окопах. Ви навіть уяви не маєте про це, а я не казав, що не треба його використовувати ленд-ліз для досягнення цього. Я дуже добре маю уявлення, тому що я з такими хлопцями спілкуюся. Так що у вас не вийшло. Какая ваша политцель? Вы выставляете себя как просветитель в вопросе внутренней политики Украины, и только или у вас есть какие-то дальнейшие планы? Я не выставляю себя ни просветитель, ни как люди совсем бездарные пишут Дон Кихот. Я к Дон Кихоту не имею никакого отношения. Это нужно было не читать Дон Кихота, чтобы меня сравнивать с этим персонажем. Вы, скорее всего, не поняли. Вы, скорее всего, не поняли. И вообще, для чего мне нужно как-то себя перед вами позиционировать? Я вообще не понял. Я либо говорю правильно, либо говорю неправильно. Либо говорю интересно, либо неинтересно. Каждый слушает, определяется для себя, близко ему это или не близко. Все. Все, друзья, спасибо. Всем пока.